Звука-то не было. Вот, все, теперь звук есть. Все еще нет звука. Понимаю. Всем здравствуйте. А я, главное, говорю, что... Пишут, что все известно, предлагаю стрим заканчивать. Ну и все, офу. Рассказать про скиллы? Зачем? Вафляш, привет. Презентация в 23:00 по Москве. Будем сидеть смотреть. Через 3 часа, ребят. Через 3 часа. Так что все посмотрим. Ну, а в понедельник ПТС, да. Вот. Запрет на инфу сняли? Это я видел пару роликов, ну, так как они на забугорном, я ничего не понял. Ну, увидел пару новых скиллов, думаю, ну, окей. Где Арканист покажут в 23:00 по Москве, а в понедельник ПТС будем его щупать. Вот. Все, кто играл... Давайте так, давайте, наверное, без спойлеров, сами все увидим. Да, за трансляцию дадут плюхи. Вау. Вау. Стрим только начался. Рандомай, спасибо большое. Ждем с приятного стрима. Приятного просмотра. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое. Спасибо. По поводу плюшек. Плюшки будут. Плюшки будут в виде сережек. Сережки подарят. И, наверное, будут еще отдельные карабосы. А так будут плюшки, да, за просмотр трансляции. Поэтому ждем. Ждем. Люди там уже за мифики говорили, говорят, короче, там будет это сообщение удалено модератором. Понимаю. Как хил он похож на некроманта, как ДД на ДК, как танк он заебись. Короче, посмотрим. Все. Как ты 2 Всевышних получил без базового знания английского? Ну, знаешь, я как собака, я вроде... Я понимаю что-то мельком, местами, но говорить не могу. Так что все с вами посмотрим. У арканиста будет пассивное умение смотреть, что надето на игроках, чтобы говорить, ну чел. Понимаю. Согласен. Сразу топ. Вот, а еще... Дед, привет, здорово. А еще в игру завезли пролог. Я вот думаю, может быть, сейчас пройти пролог? Как вы смотрите? Если я войду в игру, конечно. Как вы думаете? Пройти сейчас пролог? Или же потом, чтобы чисто без спойлеров, через какое-то время? Хотите, да? Хорошо, почему нет? Вроде как завезли уже прямо сейчас, бесплатно. Естественно, еще бы они, блин, пролог платный сделали. Чего? Ты видос, танк, клаба, видео, арканист. Чего? Вообще не понял, набор слов. Пролог за 2000 крон. Понимаю. Где он у нас там? Где? Подайте. Вот он. Око судьбы.
Лерамил Мудрая утверждает... ща. Ну да. Лерамил Мудрая утверждает, что Хермеусу Море, доидрическому князю судьбы, нужна помощь, чтобы остановить угрозу, способную уничтожить как его собственный мир Апокриф, так и мир смертных Нирн. Этот пролог главы Некром. То есть у нас мы будем помогать Хермеусу Море, ну, в общем, как и всегда. То есть он у нас не засранец. Если кто-то боится спойлеров, ребят, если кто-то боится спойлеров, не знаю, приходите через полчасика. Где-нибудь так. Ну-ка, судьбу. Сейчас пойдем делать. Это у меня что за персонаж такой? Сейчас останется один зритель, и это буду я. Ну, трансляция все равно через 3 часа, так что надо чем-то, так сказать, руки занять. Вот мы и займем. Так, это нас куда посылают? Это нас сюда посылают. Пойдем. Есть английский стример, Танк Клаб. Ему разработчики дали поиграть на Арканисте. Он сказал, похож на Плара. Пока как танк не очень. Надеется, что это к релизу исправит. Ну, у каждого свое мнение, поэтому... Ну вот смотри, мне очень нравится Плар, очень нравится. Он на группу что-нибудь дает существенно? Нет. На сегодняшний день он ни хрена существенного на группу не дает вообще, в принципе. Все, что у него есть из уникального, бурст-хилы мощные, очень мощные. И все, собственно. При этом мне все равно на нем комфортно, как и на хиле, так и на танке, и на ДД. Все обилки практически на группу. Все. Жду. Мы все тот самый единственный подписчик с кучей аккаунтов. Понимаю. Тед, привет. Всем здравствуйте, ребят, с кем не поздоровался. Всем здравствуйте. Поэтому мы все посмотрим. У каждого свое мнение на тот или иной счет. Может быть, кому-то Арканист не зайдет совсем. Кому-то, наоборот, прям просто вау-вау-вау, будет его мейнить всю свою жизнь. Посмотрим. Proxy, fate has plucked you from the flotsam of chaos for this specific moment. The tides of fate swirl around you with glorious fury, Proxy. The future of at least 2 worlds hangs in the balance. You have a talent for changing destiny. It has been noticed. Hence, I bring you an offer from the one who knows. Вот кто знает. Сюда. The Prince of Fate, the Guardian of the Unseen, the Lord of Secrets. Perhaps you know him as Hermaeus Mora, the Daedric Prince of Knowledge and Memory. He has seen many paths forward, but only one where both Nirn and Apocrypha survive. I want you to help preserve the realm of Apocrypha, to keep the reality of Nirn from unraveling. At this particular moment, in this specific instance, the fates of both realms are inextricably linked. Will you do as the prince asks and assist me? Куда надо топать? First, you must acquire the Emerald Glyphic. It resides in a vault you can access from 3 locations. I shall open a portal to each and let fate guide your path. Once there, this book will reveal the vault, and this talisman will return you to me. Кто эта женщина? Есть номерок? Наверное, есть. The tome is one of Hermaeus Mora's books of forbidden secrets. He provided it to lead you to the vault that houses the Emerald Glyphic. Read the book after you step through one of the portals, and it shall guide you to the hidden location. Я могу текст покрупнее сделать, если вдруг надо. Если что. A curious fetish, is it not? Legend has it that this petrified, rune-covered tentacle was a gift given to a priest of the one who knows, sliced from his own body. Acquire the glyphic, then use the talisman
It will open a portal to return you to me. Кто ты на самом деле? No one of consequence. Just a simple scholar who made a bargain with a prince more than a century ago. In exchange for glimpses of forbidden knowledge, I occasionally undertake missions for Hermaeus Mora. Now hurry. Forces gather while you tarry. Portals. Fascinating fissures in space. They open to other places, other times, even other realms. What was the question? Oh, which portal? Whichever appeals, Proxy. They lead to the Horvor Pit, Rootwater Grove, and the Ondil outskirts. Horvor Pit is a cave in central Malabal Tor, teeming with Horvors. Many adventurers have fallen to these blood-sucking creatures. An entrance to the vault waits somewhere in its depths. Rootwater Grove is a bog in western Greenshade that conceals a library of secret knowledge. A cult that calls itself the Wooded Eye maintains the site. One of the entrances to the Glyphic Vault can be found there. Я типа один из 3 могу выбрать? Ondil is an ancient Old Mary ruin in central Oradon. Plague-infested peasants patrol the outskirts surrounding the ruin. Be wary if you decide to use the vault entrance located there. Шизабаба? Почему Шизабаба? Вроде нормально. Excellent, Proxy. Hermaeus Mora chose well when he selected you for this delicate and important task. Now go. The fates of multitudes both in this world and beyond hang in the balance. Я устанавливал решейт. У NVIDIA есть... Ну, я сам делал. Через фильтры NVIDIA. Glyphics are creations of Hermaeus Mora. Each one contains knowledge or a memory. With the proper coaxing, they can be urged to transform into a tangible version of the concept within. You need the contents of 3 glyphics to assist Hermaeus Mora. То, что у меня ВК, да. These 3 specific glyphics contain the concepts that, once released, shall solidify your association with Hermaeus Mora for the length of this crisis. I have already acquired 2 of the glyphics. You shall obtain the 3rd. Сейчас будем укреплять связь с тентаклями Hermaeus Моры. Are you not acquainted with the concept of the Daedric Princes? The most vast and powerful of all the Daedra and the rulers of the realms of Oblivion? Hermaeus Mora is the Prince of Fate and the Master of Apocrypha. He sees and knows everything. Попробовать сторонний? А зачем? The others shall close. Let fate lead you, Proxy. А, вот так, да? Итак, куда мы пойдем? Портал в нору Харворов? Портал в окрестности Андила или портал в Корневую рощу? Куда пойдем? Выбрать могу только один. Можно прям в центр бахнуть. Бахнем прям в центр. Давай, прям в центр пойду. Итак, прочитать книгу запретных тайн. Читаем. Ля. Глазюки светятся. Хорошо. Очень хорошо. Ой, хорошо. Ой, нравится. Дымка такая, блин, прикольно.
Я очень надеюсь, что в конце меня ждет Ктулху. Войти в портал в хранилище изумрудной глифики. Там не будет Ктульфу. На панели Темплар. Ну, что-то собрал чисто для квестиков. Это никакой не Темплар, это так. Глазюки? Ну-ка, глазюки. Глазюки. Will be our cultist scum. All-knowing eye, protect us. Я так думаю, да. Спаркл, привет. Ау. Вампиры, вампиры. Одни вампиры, ё-моё. Сейчас. Зараза. Там текст с молодым начался. Отвлекли. Сволочи. Сейчас я вот так сделаю одну штуку. Вот так. The Great Eye sent us visions, told us to protect the Emerald Glyphic until his chosen agent arrived to claim it. But our order doesn't have many warriors. These vampires overwhelmed my fellow believers before we could marshal a proper defense. Значит, по поводу трансляции. Сидим, ждем, в 23:00 начинается она. А по поводу DLC с 2 данжами, вшитые в главу, я не знаю, если честно. Вот тут вопрос. У меня тоже такой был. Если у нас не будет допа, который был в конце года, они его в апокриф засунут. У нас же будет Некром и апокриф. Может быть, они типа DLC-шку эту как раз в апокриф сунут. Хрен знает. Сегодня расскажут, попробуем на ломаном английском что-нибудь. Да, с этого года поменяли концепцию. Это да. We receive many visions from the Great Eye. It's how he makes his will known to the faithful. I am Dralis, a devotee of the sodality of the Eye. We were told to protect the Glyphic until you arrived to claim it. I also acquired this letter. I have no idea. I took it from one of the vampires, but it's written in some sort of code. You're working with Laramil the Wise, aren't you? One of the Great Eye's favored mortals, despite her lack of faith.
She might be able to decipher it. Это пролог, да, это пролог. Разве апокриф это не аналог предела? А хрен знает, как они сделают. Может быть, это будет как и аналог, а может быть, и будет как и с мертвыми землями, допустим. То есть у нас есть как бедлам, так и мертвые земли есть. Не знаю. О, в смысле, черный лес и мертвые земли. A protective shield placed by a powerful priest of the sodality. It has stymied the vampire mercenary so far, as only fate's chosen may pass through it and take the glyphic. I suggest you do so with all due haste, friend. Hurry, friend. You can't assist the Great Eye without the Emerald Glyphic. Take it and depart before more of these mercenaries arrive. Just be cautious of Laramil. Her thirst for knowledge doesn't preclude her from being the threat foreseen. It's a suspicion, nothing more. The sodality of the Eye recently learned that some who profess to have the Great Eye's best interests at heart are actually working to undermine Apocrypha. Is Laramil among them? I can't prove that. Not yet. The Dusk Sabers are mercenaries from the Telvanni Peninsula. Someone hired them to reach the Emerald Glyphic and acquire it before Fate's Chosen could do the same. I don't know who they work for, but the letter I gave you may hold the answer. The Sodality of the Eye is a small fellowship devoted to the Great Eye, who you call Hermaeus Mora. He directed us to guard this vault until you arrived, and we have fulfilled our mandate, despite the deaths of so many of the devoted. May the Great Eye keep you in his sight, Chosen. If I learn more of this threat, I'll contact you. Трогаю. Чик. Сегодня, еще раз, сегодня нам чуть подробнее обо всем расскажут, а в понедельник уже будет ПТС. То есть мы непосредственно зайдем на сервак и все с вами увидим, все посмотрим. Локации, триал новый, шмотки, арканисты, естественно. Все как обычно, все с вами поизучаем. Впереди целых 5 недель еще. I observed the effluvium of possibility and noticed a proliferation of sudden potential. I assume that indicates you were successful? Did you have any trouble acquiring the Emerald Glyphic? Enemy forces move against the one who knows, just as he anticipated. I mourn for the deaths of Hermaeus Mora's faithful, but grief must not slow our progress. Still, I wish we knew more about this enemy. Dralus. Yes, I believe our paths have crossed before. This document is written in an obscure code. I shall endeavor to decipher it while you find the Shrine of the Golden Eye. That is where we must bring the Glyphic and its counterparts. I believe you are familiar with the Onyx and Umber Glyphics. Currently, I carry them. We need them at the shrine to formalize your arrangement with Hermaeus Mora. Unfortunately, I am not one of the faithful. Only his followers know the location. Hermaeus Mora, я пришел договориться. Let me mark your map. 2 of the faithful I am acquainted with reside in these places. Talk to Mildenor and Basian. They should be pleased to provide Fate's Chosen with the location of the shrine. I shall meet you at each to make introductions. I am a seeker of knowledge, a chaser of wisdom, and a delver of secrets. Long ago, I made a bargain with the Prince of Fate. In exchange for glimpses into Apocrypha's forbidden tomes, I undertake missions such as this from time to time. Карта из Облы? Где? Сейчас? Я даже не видел.
I leave the supplication and exaltation of the one who knows to Drollis, Basian, and their ilk. My association with Mora is strictly professional. Now, come, Proxy. Time is a precious commodity when the fate of two realms hangs in the balance. Итак, узнай, где находится святилище. Сейчас узнаем. Трансляция разработчиков. Я же писал. 23:00, ребят. На Твиче 23:00. Mildenor keeps a room in this Ля, cell, подвал. Proxy. Mildenor. Look around, Proxy. We must ascertain what transpired here. Так. Runes of destruction. Powerful magic that overcame Mildenor's wards of protection. He must have snatched that from whoever attacked him before he died. Let us compare observations, Proxy. Mildenor set wards to protect this chamber, but their energy was burned away by those runes. Only a powerful devotee of the one who knows could utilize such magic. A follower of Hermaeus Mora killed Mildenor, perhaps even someone he knew. No, the one who knows rarely gets that involved in determining the course of fate. This was the work of a traitor, one who claims devotion to Hermaeus Mora but works to advance the threat we have been tasked to stop. Толпа рандомов всегда все ломает. Как у тебя стиль доспехов называется? Так это ж сейчас продается ивентовый, костяной. Костяной набор на мне. Hermaeus Mora told me that adversaries were gathering against him. I wondered why he never told me who they were. Perhaps he doesn't know. But how is that possible? The one who knows everything. As for the glyphics, we will keep them safe. We must reach Basian before this betrayer gets to him. Learn the location of the Shrine of the Golden Eye. The best way to keep the glyphics safe is to get to the shrine and use them as Hermaeus Mora instructed. Hopefully Basian can tell us how to reach the Shrine of the Golden Eye. I shall meet you at his location. I just hope we get there before the traitor silences him as well. These are the situations that make us flinch at every shadow, Proxy. If Drollis also suspects a traitor, that means we follow the same trail. His only mistake is assuming it was me. I seek to assist you and save two worlds, nothing more. Почему эту комнатку не сделать чисто для нас двоих с этой мамзелей? Ну, то есть для всех сделать отдельное зеркало. Непонятно. Непонятно. Такая толпень. Неизвестно, когда вернут подарки. Отчаиваться ли отложить деньги на ящик? Какие подарки? Ящики дарить нельзя. А ты типа деньги сначала... Когда... Все, я понял. Нет, пока неизвестно. Пока неизвестно. Зосы, как обычно, написали, что мы знаем об этой проблеме, и мы ее решаем. Естественно, скажут ли... Они тебе ничего другого и не скажут. Когда решат... Сломаю что-нибудь еще.
The one the Golden Eye foretold? Чё за бомж? You honor me, Laramil. Fate's chosen. The Golden Eye so rarely elevates a mortal. But I can see that you aren't just another of Nirn's common rabble. How can I assist you, Chosen? Just keep your voice down. Followers aren't appreciated in these lands. If only I could, Chosen. Our master demands the utmost secrecy, and we must be careful around non-believers. Many would injure me, or worse, if they suspected I consorted with Daedra. Whenever I go to worship, I am blindfolded and led there by others. Кинки-пати? Naraheda always takes me to the shrine. I'll mark her camp on your map. May the Golden Eye lead you to the knowledge you seek, Chosen. Okay. Go, Proxy. I want to get Basian's opinion on the encoded letter you brought me. Погнали. Итак, я напоминаю, что сегодня на Твиче в 23:00 мы по Москве будем смотреть трансляцию ЗОСов с презентацией главы. Будут более глубокие подробности того, что нас ждет. А также за просмотр они будут давать дропс в виде сережек. Да, сережки будут раздавать. Да, там дропсы будут. Дропсы будут. Appears we both arrived too late, friend. As soon as I learned of more threats against the faithful, I came as quickly as I could. Unfortunately, I arrived too late to save Naraheda. I'm glad you're here, though. I wanted to tell you what I uncovered concerning the traitor, Laramil. Опа. Подкроватные интриги, ну-ка. I'm not at liberty to divulge the secrets of my order, but I can tell you that Laramil plans to use the glyphics to betray the Great Eye. And Naraheda whispered, Laramil is the doom of Apocrypha with her dying breath. Какие ваши What more доказательства? proof do you need? I can help you with that. The faithful in this region tell a Начало riddle. презентации 23:00, Where да. claw meets prey, beneath open air, in stone, shows the way. I believe it refers to the location I marked on your map. Just remember, stay alert around Laramil. Я даже закрепе это сделаю, потому что я в названии указал презентация ЗОСу 23:00. Спрашиваю, когда презентация? Пишу капсом. Так, презентажка в 23:00 по МСК. Ё-моё, закрепляю. И здесь тоже. Сейчас все сделаю. Вот так вот. Когда начнется, ссылку скину, естественно, на трансляцию ЗОС. Все. На экране надо тоже капсом написать. Ну, сейчас. May the Great Eye lead you safely to the shrine of the Golden Eye, Chosen. Hermaeus Mora answers to many names, more than the blades of grass in these fields. I belong to the sodality of the Eye, and we revere the Great Eye. The Golden Eye is a different sect. We are not so many, however, that we are unaware of each other. As I conducted my own investigation of Laramil's treachery, I discovered that someone was hunting the Prince of Forbidden Knowledge's faithful. Naraheda is
was a friend. I wish I had gotten here sooner. What an absurd accusation. I've done nothing but go out of my way to assist Fate's Chosen, and this is the thanks I receive? Believe what you will, I've told you how to find the shrine. Do as you see fit, Chosen. Во сколько презентаций? Когда стрим? Зачем презентация? Меня сейчас забаню. Another of the faithful murdered. What happened here? А где? Блин, народу столько. Где тетка? Ступись! Curious to see you in this Свинопасы. place at this particular time, Drollis. Let's not forget who's actually one of the Great Eye's faithful, Laramil. Now, I have my own investigation to continue. Come, Proxy. I deciphered the letter. Что за аддон, который позволяет так квесты смотреть, да еще и увеличивать шрифт? Ну, так диалог называется. Drollis's presence here. The one who knows never suggested they had any of their faithful dealing with this threat. No matter. With Basian's help, I was able to decipher the letter Drollis gave you. За пролог что дают? Наверное, дают сувенир, как обычно. Возможно, глифику какую-нибудь. Красивую. Orders for the Dusksabers, vampire mercenaries from the Telvanni Peninsula. They were hired to steal the Emerald Glyphic and take it to the Shrine of the Golden Eye. It also contained a riddle to direct them to the shrine's location. Дрались. И боролись. Бля. Извините. Шутки за 300. Drollis, The coded riddle was slightly different. Where claw meets prey, the farthest corner in the largest hall shows the way. I suppose the shrine could have 2 entrances. I shall mark your map and let you determine the proper path. Да, пролог Некрома завезли. В Крона-магазине валяется, можете забрать. I had hoped the letter would indicate who hired the mercenaries, but no. Anyway, the Shrine of the Golden Eye lies somewhere in Claw's Strike, Proxy. I shall meet you there. Once inside, we can use the 3 glyphics as Hermaeus Mora instructed. Модная прическа у тетки, кстати. Does the term offend in some way? It is a perfectly appropriate word for one who acts in the place of another. Hermaeus Mora has chosen you to act as their agent in this matter, hence Proxy. Is that where his investigation has led him? To a conclusion as inaccurate as it is absurd. What do they teach the followers of the Prince of Secrets these days? My interests lie in accumulating knowledge and saving 2 realms. Nothing more. Так, войти в святилище через вход Дралиса? Или войти в святилище через вход Лерамил? Как бы... Теорема Эскобара. Ну я хз. Ну давайте... Все здесь, я правильно понимаю? Ну давай сюда. А я вообще далеко? Подожди. Я вроде недалеко, я доеду. Давай голосование. А то я не знаю, что вы там отвечаете. Естественно, через вход Дралиса, ё-моё.
Ну-ка. Дрались по прямой, Лерамил сбоку. Пойдем налево. Войдем в Лерамил сбоку. Извините. Ну, как-то слишком легко, слишком очевидно, мне кажется. А тут вон, видишь, через геморрой надо пробежать. Направо? Ну, направо. А я что сказал? Я сказал лево? Какого лево? Юмор в чатике, понимаю. Интересно, а до обновления вот эта дверь была здесь или нет? Или ее тут не было? Нет, ты должен был выбрать другой вход! Я никому ничего не должен, пес. Ах ты, чухан! Я же сказал. Ты пес, и дела твои пёси. Бабу душит бабу. Ну, будем надеяться, что ей нравится. Двери не было, да? А вы, когда будете проходить, выберите вход Дралиса. Интересно, какая другая концовочка будет. Ой, хорошо, красиво. Смотри, Марзяныч какой красивый. Да что ты говоришь? А то я не понял. Ля, силен. Да. Отодрали, собственно. Дрались этого. Блин, Марзяныч хорош. Красив. Да, надо было посмотреть, чем он там пуляется. Ну, потом посмотрите. Я ж так по-быстренькому все это прохожу, и все. He admitted as much when he took the glyphics. He rambled on about his new patrons, but never revealed who they were or who else is involved in this plot against Apocrypha. Now prepare yourself, Proxy. I sense the one who knows approaching. О, сейчас с Марзянычем будем говорить, да? Сюда. Ой-ой-ой. Every possibility coalesces into this moment. Come, mortal. Speak with the one who knows. Хорошо. Как мне? I foresaw that you were the one mortal in all of Nirn to aid us. I also saw you die at the traitor's hands many, many times. I am pleased with this version of events,
that the traitor Dralis has fallen and the glyphics are secure. Very pleased. Хорошо звучишь, тентакля. Прекрасно. I know a great many things, mortal. What may be, what will be, what will never come to pass. It is my nature. I saw that you would reveal the reason for Dralis's betrayal, but I only caught a glimpse of our true enemy. Я к нему, кстати, все ближе и ближе. Интересно, что произойдет, когда максимально приближусь. Я сквозь текстуру уйду или нет? The vampires? No. They are merely hired blades working for another ambitious mortal. I refer to the new patrons that Dralis chose over me. The Daedric princes he pledged himself to. He died before I could pull their identities from his mind. Молодой засасывает, кста. Because this shrine is one of the few places on Nirn where I may manifest, where I may communicate freely for a short while. As Lyramil explained, I require your assistance. Help save Apocrypha, and you will also preserve Nirn. Да нет, не в сторону. А, вот теперь остановился. Вот теперь мы приблизились максимально, все, теперь не двигается. First, we must enter into an agreement. A contract that binds us for the duration of this threat. It also guarantees that I will do nothing to harm you, your interests, or the mortal realm. You are the chosen of fate. Now, bring forth the glyphics. Ooh. Bring forth the 3 glyphics and activate their power. Да, это пролог. Mortal. They will call into being the agreement that will bind us and ensure that this is neither a trick nor a coercion. You will help preserve Apocrypha and thereby safeguard Nirn. I am the mystery at the end of existence. The first secret whispered at the dawn of creation. I am the guardian of the unseen and the question unanswerable. I hold the knowledge forbidden and untangle the threads of fate. I am the one who knows. Озвучка офигенная. I created and rule over Apocrypha, my endless repository of knowledge in the vastness of oblivion. Every secret known to mortal and immortal resides here, as well as many known only to me. It is a realm of fate, time, and wisdom. Many realms of oblivion have a relationship to the mortal world. Some believe that Nirn is a reflection of the Daedric realms, or that the Daedric realms are an echo of Nirn. Regardless, Apocrypha
and Nern share a powerful connection. If my enemies succeed and damage or destroy Apocrypha, the resulting ripples of fate will unravel the mortal world. In short, Nern will cease to exist. You must help me to prevent that fate from coming to fruition. О-о-о. Какие именно обязательства я принимаю, подписывая этот договор? Вот там сейчас... Exactly what Laramil told you. You shall render what aid is required to preserve the course of fate and keep Apocrypha safe, thereby protecting Nern. Жопа хитрая. Moreover, the contract specifies that I will not force you to act against your own best interests. Так. Поехали. Опа. Что, подписываем? Найс. Расписался. The deal is done, just as fate foresaw. Laramil will explain the rest. Now, I must take my leave. We can talk back in the dune outskirts, Proxy. Это неспроста. А мелкий шрифт, да-да-да-да-да. С зажигалкой, текст молоком написанный, все дела. Now we are both connected by our agreements with the Prince of Fate. Next comes the harder task, saving Apocrypha, and thereby preserving Nern. These dusk sabers from the Telvanni Peninsula. Without any other information, I suggest we start there. I think whoever hired the vampires is connected to the threat that Hermaeus Mora has foreseen. I shall make inquiries and meet you in the peninsula when the time is right. Await my summons. For now, take this. A reward from the Prince of Fate. Нестабильная изумрудная глифика. Изумрудная глифика — старинная реликвия Хермеуса Моры, связанная с безымянными древними силами. Она требует тщательного изучения, однако будьте осторожны, дабы не узнать того, чего вам знать не полагается. Награда за получение достижения «Агент судьбы». I shall learn what I can about the Dusk Sabers and their clients. When I have gathered enough information to progress our investigation, I shall contact you. The threat is great, but the danger is not imminent. Not yet. Research is one of my passions, Proxy. I was a scholar long before I entered into my arrangement with the one who knows, and I have learned more about uncovering truths and revealing secrets in the years since. Go about your usual business and await my summons. The threads of fate tell me that we must separate for a time, but we shall come together again when the moment is right. Until then, stay safe, Proxy. Ну, вот такой вот. Небольшой абсолютно. Пролог. Давайте посмотрим глифику. Что она из себя представляет. Собственно, все. У нас такие уже были, правильно? Циклическая ониксовая глифика. Завоеватель зала книжников. Такая же байда, только фиолетовая.
Ну и вот это вот теперь у нас еще есть. В общем, вот. Пролог прошли, через 2 часа трансляция. Теперь можно теперь таки чесать по рандомам. Все. Это мы закончили. Что дали? Сувенир дали. Дали сувенирчик. Death has not then invoked. Так, Валенфейл. Щелка. Show your teeth, when Scriven. О, Well, зал книжников. Хорошо. Trinkets from your... Да, 10 билетов, я знаю. Как пролог интригует? Да нет. Все как обычно, ничего такого. Hello there. Так. Сам главу ждешь? Да. Конечно. В основном из-за нового класса и мификов. Ну и шматье, конечно же, шматье. Очень надо. Очень надо, очень интересно. По Тесину жду. Хермеус Мора классный. Главное, чтобы сюжетную линию хорошо прописали. Не какую-нибудь шаблонную байду. Ну, а что-нибудь адекватное. Как думаешь, выйдет что-то лучше, чем перламутр? Да, наверное. Ну, перламутр это же не панацея, это такая ситуативная штука, просто... Перламутр не нужен в статиках. Перламутр... Если сейчас занерфят кольцо, предположим, занерфят кольцо и сделают его слабее, то все обратно на елку перейдут. Вот. Перламутр хорош, но... Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы что-то сильнее перламутра вышло. Перламутр плюс елка, зачем? Есть ПА, есть военная машина. Дебафы есть. Зачем елка, когда есть приливная волна?
Приливная волна — это сильнейший дебаф на входящий урон. Зачем тебе в таком случае елка? Елка слабее. Даже пах слабее, чем приливная волна. Перламутр сделают хуже? С какой стати? У него и так одни из самых слабых. Это сет на пробаф Тимы с одним из самых слабых показателей. 180. Это самый слабый показатель на пробаф. Да, на защиту, наверное, самый сильный. Но и то, это только в донжоне. Только в донжоне на защиту, и то в случае, если кто-то умирает. На защиту, да. Но на пробаф группы это самый слабый сет. У меня некромант, так что волна не нужна. Серьезно? Считаешь, что ты колоссом сможешь спамить чаще, чем приливной волной? Очень интересно. Сейчас Тима Нубов будет или не будет? А откуда ж я знаю? Тима Нубов! Подкручивайтесь. Откуда ж я знаю? Да я не жду урезания кольца, я просто предполагаю. Им же нужно предложить что-то новое. Понимаешь? Нужно же предложить что-то новое для ДД, для хилов, для танков и так далее. Соответственно, старые предметы на фоне новых должны выглядеть чуть похуже. Ну, по идее. Продать-то надо, понимаешь? Вот. Как кольцо можно понерфить. Эффект усиления, который дает вот эти вот 80% к атакам, эффект усиления сделать вместо 80%, сделать процентов 40. И, скажем, что там у нас еще есть? Пятерки триальные убрать. Убрать пятерки триальные на защиту и атаку. Все. Пусть ковыряются. Пусть добавляют обратно триальные сеты. Они таскают обычку. Ой, 300 ЧП, чел. 51 тысяча здоровья, ребят. 51 тысяча здоровья ровно. Чекай, воин-поэт и этот, как его... И чумной доктор. Ну, если у тебя там сосаха-бараха, чел, ну, на ДК... Я ливаю сразу же. Еще раз. Танк, линксет с ПЛЗ. Игнорит, смотри. Сеты покеш. 51 тысяча хп, давай. Опять игнорит. Не понимает, что от него хотят. Игнорит, смотри. Ну, сейчас посмотрим. Ждем трифекта, да. То есть убрать эффект усиления в 2 раза снизить и триальные пятерки убрать. Наверное, все. Урон упадет. Упадет достаточно сильно. Соответственно, люди будут пересаживаться на обычные билды, а... Ой, бля, еще и двуручник. Еще и двуручник на бэкбаре, понимаю. Понимаю. Малубет, понимаю. Понимаю. Малубет. А таунт и... Ага. Ага, ага. You still describe spins with skill and speed. This one is glad to have you on his side. Ну, короче, чумной доктор, воин-поэт. Пробивона нет. Опять.
Короче, снизить урон за счет этого кольца, чтобы только в соляну можно было в нем бегать, как в баш-билде в каком-нибудь, или типа того. Блять, двурук на бэке. Еще раз, сета линкани. Не линкует. Ну, вижу малубет. Скорлупа детеныша, что ли? Ну-ка, 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 ну-ка. У него там щит на нем сейчас был. Ну-ка. Бля, дальний агр. Подожди, пробива вообще нет? Погодь, пробива нет вообще! Прям вообще он дальним агром берет. Ой, молодой, бля. Пробива нет! Ё-моё, я думал, я не доглядел. Жесть. $56 000 здоровья. Да. Дурдом, у чела вообще. Чел настолько пустой, что, ну, пустее быть не может просто. У него в руках меч-щит, он использует дальний агр. Пробива нет вообще никакого, абсолютно. Алло. Ни бафов, ни... вообще ничего нет, абсолютно, вообще ничего. 51 000 здоровья. Чел. Алло. Один скилл юзает. И двурук на бэкиче. Ай, хорошо. Ой, елки зеленые. Да что ж такое-то? Сасаха-бараха, понимаю. 300 ЧП, понимаю. На ДК, блядь, на ДК, да? Или мне показалось? Нет, мне показалось, это ДКшный скилл, простите. Оклеветал Челбас, оклеветал. Или нет? Нет, не оклеветал чела. Ну, классику завожу, правильно? Танк, линксет с ПЛЗ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, наперженный. Чел. Ой. Пробива тоже нет к 100. Блять, еще один. Серьезно? С морозной палкой бегает. Через морозную палку. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Голосовухи вырубил? Нет. А что, не работают? Сейчас починим. Откуда столько овощей? С прилавка. С огорода.
моба убить не могут. Челики моба убить не могут, блин. Куда вы пошли? Ой, блядь. А, 300 ЧП. 300 ЧП. Ща, голосовухи чиню, ребят. Чиню голосовухи, секунду. Вроде починил. Ой, бля. Ладно. Хоть бы баффл челов на 20%, я не знаю. Во. Я починил. Я починил, ребят. Пробива нет. Бафов нет. Дебафов нет. Сосня. Морозная палка у Челбаса. Морозная палка у чела. На ДК. 300 ЧП. Еще пару молодых. Надо переодеться. Надо переодеться сейчас, потому что, ну, надо бафать. Дурачков надо бафать. Они прям, ну, ой. Ну, там максимально все плохо. 0 пробива вообще нету. Твою мать. Чел. Бегает, сосет. Вот как он сосет, и даже если он пробив не накладывает никакой. Ну, ё-моё. Ну, как можно быть такими тупыми, а? Ё, жесть. На ласте будет КФ? Понимаю. Жду КФ. У него, он даже не таунтит, понимаешь? Хоть бы таунтил, что ли, не знаю. Он все, что делает, он дрочит хэвики и цепочку свою. Теневик, у танка теневик. Что? У танка теневик? У танка теневик. Бараха Сазаха теневик. Понимаю. Понимаю. Мне в таких случаях пишут chill man, it's vanilla. Пошли они нахер. Теневик у танка, блядь. И хэвики. Что за аддон на автоматическую починку зарядку оружия? Это у меня в бандитском интерфейсе есть такая байда. Автоматически починяет и чинит все. Наверное, есть отдельный аддон. У этого, блядь, килд, ты прикинь, а? У этого килд собран. Хуа бил через килд. ДПС 38 тысяч. Вопросов не имею. Вопросов не имею. Анима. Опа. Застрял. Ребята, новую оболочку выбил. Зараза. Не выбил.
Блин, танк в теневике. А что там вообще теневик дает? Ну-ка, ну-ка, что он там? Метовый, наверное, да? Теневик. При получении урона вы призываете теневого кланфера на 15 секунд. Атаки кланфера наносят 900 урона магического. Накладывают на цель малое повреждение на 2 секунды. Уменьшая наносимый урон на 5%. Кланфера можно призывать не чаще, чем раз в 15 секунд. Ой, хорош. Хорош. Челы особенные они такие. Мы и так разберемся без ваших соплей. Гайды. Гайды для киберкотлет. Гайды от лукавого. У нас вон. Зеленое облачко. Ношу на своем перламутр приливную и с отрицателей все ок. А у нас вон. Теневик. Хэвики с морозной палки. Барах Сасаха. Хорош. Что за аддон на камеру? Чего? На какую камеру? Ты о чем? Положение камер дефолтными настройками выставлено? Да. Ну, поле зрения и... Все. Я вообще поле зрения только поменял. Куда ты побежал? А, не, все, молчу. Он даже не таунтит, а? Он даже не таунтит! Бармаглот этот сраный! Почему бармаглот? Ну, допустим. Дурила, блядь! Хэвики! Хэвики! И цепка! Хэвики, цепка! Хорош! Блин. Полезный? Шо пипец вообще? Лючи. Ой, не, он еще это кидает. Сопротивление стихиям кидает. Блин. Моща. Естественно, они рычаг не дернули, естественно. Хоть у танка нет сет высасывания в придачу. В смысле? Он в бараке высасывания. Он в сасахе, барахе бегает. Ты что, зеленое не видишь, что ли? Под его ногами. Норм будет резче кру на ДК, на ДД ДК. Если честно, не знаю. С учетом того, что его занерфили. Я еще раз напишу танк Линксетс. По поводу резчика рун. Резчика рун занерфили. На 50% занерфили. И я как-то не видел, чтобы его хоть кто-то использовал. Поэтому я думаю, что даже на ДК сейчас нормального урона через этого резчика рун не выдать. У меня русская тима, думаешь? Ну, не знаю.
Да. Молодые, вам сюда. Молодые. Ой, да ладно, у этого хай-билдера, ё-моё, у него Нирн! Что? У него Нирн! Ой, подожди. У него хай-билд, Нирн и... Сюда. Сюда. Алло. У него Нирн, сержант сейчас сгорит, смотри, на работе. Умрешь сейчас, дурак. Нирн, сержант и эта херня, как ее. И килд. Понимаю. Понимаю. А, все умерли, что ли? Ой, дурилы, блядь. Идите, боссы, бейте. Хер ли вы там зависли? Бедолаги. Хорош там умирать. Ой, боже мой, какой ты тупой. Куда ты пошел? Ты сейчас умрешь. Ой, блядь, гений. Ой, сейчас на ласте надо будет переодеваться, походу, все-таки в перламутр, потому что, ну, а что делать? А что делать? Куда ты побежал? Куда ты побежал? Ой, бля. Ой, господи, челы, челы, блин. Что? Я думал, я что-то не прочитал, прикинь. Дай-ка я заранее переоденусь, а? Дурдом. Сотрясатель, приливняк, натиск. Норм для танка будет. Норм для танка будет в том случае, если твои тиммейты стоят рядом. Ну, чтобы натиск на них работал. Если натиск на них работает, все хорошо. Сейчас самое главное свиток успеть прожать. О, видишь, Долбич побежал, потому что, бля. Ебалай цепкой. Бэм. Ой. Ой. Челы. Бэм, минус 2. Хорошо.
Крестоносец работает через цепь, да. Через рывок, через притягивание, через телепорт. Соответственно, через цепь работает, конечно. Ребят, штука такая, АОЕ. Есть такая штука. АОЕ. Отходи. Там у кого-то бюст был. Хорошо. Работает ли крестоносец через цепь, если не была притянута цель? Конечно. Конечно. Ну, у меня же гайд есть, я же показывал. У меня гайд на канале есть, где я как раз-таки показываю билд крестоносца через бэкбар, где использую цепь на боссе. Крестоносец все равно срабатывает. Крестоносец все равно работает. Поэтому, если нет возможности выформить елку, а очень надо, то крестоносец идеально. 22 секунды бафа через крестоносца в ауре. Замечательно. Кваска, привет. Марти, привет. Так, 21:40, ребята, осталось всего ничего. И будем... И будем смотреть. Ой, блин, карт до жопы. Мне все это окучивать. Ой, ой, не хочу. Ой, не хочу, но надо. Не получилось, да? Ёлк только в триал. Да не только дело в ха-атакерах. Дело просто в тех людях, которые носят кольцо. Не обязательно, что это ха-атакер. Он просто с кольцом может быть. Он может быть бегать с кинжалами, но все равно с кольцом. Просто хаашника видно со стороны. Если он хаашник, то вероятнее всего он с кольцом. Вот. Других не видно. А других не видно. Почему так не любят кольцо? Не знаю. Ну, типа, ты теряешь потенциал, ты теряешь возможности в групп-контенте, ты теряешь возможности, которые ты мог бы использовать, имея вторую панель. Дополнительная ульта, дополнительный набор скиллов. Ты многое теряешь. Плюс, опять-таки, огромное количество игроков, которые на хилах бегают с этим кольцом. Я уж не говорю про то, что есть челы, которые на танк это кольцо напяливают. Я лично встречал долбачей, которые носят кольцо, сука, вет DLC в роли танка. Что? Зачем тебе? Я, блин, видел Плара с кольцом. 2000 ЧП. Он в кольце нуба. В роли танка, на Пларе. У тебя все есть в скиллах. Нахрена тебе кольцо? У тебя нет второй панели. У тебя просто ничего нет. Ты, блядь, на танка кольцо напялил. Ты поехавший, что ли, а? Иди лечись.
Короче, капец. На танке это дурка. Да и на хиле тоже дурка, ё-моё. Я пытался сделать хиллера в одну панель. Я пытался сделать. Но я же еще там в первые дни, когда оно вышло, я все это дело, естественно, тестировал, показывал. Это неэффективно. На хиле это вообще неэффективно. Все, что мы получаем, ну господи, мы получаем малый героизм только. Малый героизм мы только получаем от этого кольца на хиле. Но при этом целая панель в минусе. Ни раздачи ресов, там, ни дороги дополнительно, нет возможности использовать какие-то сеты через вторую панель. Это неэффективно, абсолютно. Это не нужно. Это хрень собачья. Что на хиле, что на танке. ДД, ну, я не знаю. Я не знаю. Если вы можете в донжоне выдавать сотку с этим кольцом, ну, допустим. Но в большинстве случаев челбасы не могут. Они не могут даже с этим кольцом выдать нормальный урон. При этом некоторое количество бафов на них не проходит. То есть челбас с этим кольцом приходит в данж, танки, естественно, в елки, блядь, по классике, а на чела елка не работает. Я челбаса пытаюсь через боевую молитву пробафать на 5%, а у него есть уже эти 5%. Они на него не работают. И при этом он и не дамажит дополнительно. То есть он мог бы собрать пару нормальных сетов, собрать бы какой-нибудь там, я не знаю, Заан, играть через аренные пушки какие-нибудь, хреначить сильнее, получать дополнительные бафы от танка и хила. Но челбасы напяливают кольцо, приходят в данж и херачат 20 тысяч. Вы чё? Жмут одну кнопку. Вообще, они даже скиллы не прожимают. Я сколько раз следил за челами. Они в своей ротации даже скиллы не используют. Просто жмут одну кнопку. Все, одна кнопка. 20к урона. Блин, хорош. Вот бы с Некромом добавили что-то, что дает третью панель и стакается с кольцом. Я ты загнул. Понимаю. Поэтому есть люди, которые могут выдавать свыше сотки. Могут выдавать свыше сотки с этим кольцом. Но ты много таких людей знаешь, видел вообще? Для соло-игры это хорошее кольцо. Вопросов нет. Но для соло-игры. Но челы его тащат в групп-контент. Понимаешь? Зосы, я не знаю, они его вроде бы и не рфанули. Раньше же вообще же великие были. И все бафы, которые сейчас малые у этого кольца, они же раньше великие были. То есть там великий героизм, великая храбрость, то есть минус СПК. Я так орал вообще, когда увидел кольцо, что в кольце, блин, эффект СПК. Я думаю, что? У хила и так типа сетов нет, а вы еще и это отобрали. Но при этом они добавили для хэви-атакеров усиление, еще там какую-то байду. Надо сделать так, чтобы это кольцо было именно для сольников. То есть, грубо говоря, чтобы ты там выше 30-50 тысяч с этим кольцом выдать не мог. Чтобы тебе хватало именно на соло-контент на весь, а также на соло-арены. Но в данжах, и уж тем более в триалах, твой урон вообще, вот просто потолок, понимаешь? Вот 50 тысяч потолок, кем хошь вообще. Как бы ты ни крутил ротацию, 50 тысяч потолок, все. Тогда челбасы начнут обратно пересаживаться на обычные нормальные билды. Чтобы быть нормальными, полезными в группе.
Да, мы про кольцо дуба говорим. То есть я ничего не имею против людей, которые, в принципе, играют на нем. Задача ДДшника в чем? Выдавать высокий дамаг. Похрен в чем он. Если он бегает в клеймах Империи и в Эбоне и хреначит сотку при этом, умудряется сотку в данже делать, допустим, в соло. Какие к нему могут быть вопросы? Бегает с табуреткой в руках. Какие к нему могут быть вопросы? Ну, ты таких встречал? Поэтому у меня нет... Я лично в данжи не хожу с этим кольцом. Я не хожу в данжи на АХ-билде. Ну, потому что у меня своя история. Я вообще дамажить не умею. То, что я не умею, я не лезу. Но если ты играешь в одну панель, предположим, с этим кольцом, и выдаешь сотку или выше, ну, окей. Но в большинстве случаев челбасы... Вы сами прекрасно видите. Огромное количество хакеров этих. Огромнейшее количество этих хакеров. А чё по дамагу? А ничего. Ну, то есть вообще ничего. Под бафами, под дебафами они, ё-моё, кое-как иногда 1050 суммарно могут выдать. Ну, кое-как вообще. Поэтому я не могу говорить, что я, типа, осуждаю тех, кто бегает в хай-билде и так далее. Кто бегает с однопанельным кольцом. Я просто вижу статистику своих вот рандомов, своих игр с рандомами. Я вижу, что они... Ну, бля, ну не могут, чел. В большинстве случаев не могут. Не могут. То есть они не могут, и при этом огромное количество бафов на них не работает. Понимаешь? Помимо всего прочего. Вот в чем хрень. Это как дурики в кольце Бледного Ордена, которых я бафать не могу. Которых я хилить не могу. Или под вампиркой, который, когда вампирку юзают, я не могу его хилить. Аура Инкратис, да, Инкратис. То есть есть же челбасы, которые в кольце Бледного Ордена бегают по данжам. Это вообще нонсенс. Это куда вообще? Зачем? Вот челики наяривают. О, две панельки, пэм-бэм. Я видел танков в кольце Ордена с 4-й вампиркой. Боже мой, помянем. Это явно был какой-то социальный эксперимент. Метрикс показывает 175 тысяч. И за сотку у нас урон показывает этот. Кому верить? Чтобы мочь, надо понимать. И когда просто напялил, чтобы было такое себе. Абсолютно согласен. А в большинстве случаев люди не понимают и не хотят понимать. Им не до этого. Но при этом лезут в групповой контент, не понимая, что от них требуется, что надо делать, как работать, а зачем. Мне это не надо. Я купил себе главу, я себе кольцо достал, все.
Дальше не моя забота. Эти ваши кнопки наяривать, ротацию крутить. Что? Циферки эти ваши считать? Я что, в математике, что ли, занимаюсь? Это что такое? Сейчас. Хорошим ДДшником, чтобы быть, это надо уметь. Это не просто собрал пару шмоток и все, ты готовый. Не, нифига, так не работает. Вот, кстати, да. Но и при этом быть еще и хашником в одну панель и не научиться дамажить, это вообще надо, ну, я не знаю, 7 пядей во лбу надо быть. Чтобы играть в одну панель, сжимать одну кнопку и при этом вообще быть не алё абсолютно. Это, ну, это абсолютно. Не знаю, слов нет. Что-то заговариваюсь. Я, может быть, буду делать ДДшника адекватного, но только на арканисте буду пробовать уже. Нужно что-то новое, что-то свежее. На пларе сейчас не хочу. Вон, у нас чел сейчас, кстати, в ложном боге бегает. И ничего, дамажит. На пларыче дамажит. 600 ЧП в ложном боге. ДПС выше сотки. Суммарно. Я не умею в ДД, поэтому я и не лезу. Вивинг, нет, я не обучался никогда этому. Мои ДДхи дальше квестов не ходят. Чисто под соло-контент. Арены и так далее. Я не хожу ни в донжоны, ни в триалы на ДД. У меня только танк и хил. ДДХ я не обучался. Если я не обучался, не умею, куда я лезу. Я в куклу не могу выдавать сотку. Ну, руки, не знаю, не заточены. О, 135 тысяч, бэм. Просто 135 косарей. Я в Атронаха сотку не могу выдать. Ну, а чё, раз не могу, куда мне лезть? Правильно? И все. Проблема глубинного сета, на мой взгляд, он, конечно, хорош. Но, на мой взгляд, проблема глубинного сета вся в том, что там вторая тикалка очень мощная, но она, к сожалению, привязывается не к цели, она привязывается к области. А, соответственно, если босс вышел из этой области, все. ГГ. У вас сейчас не 3ДД? А хрен его знает. А, у меня сейчас 3ДД, кстати. Я чуть внимания не обратил. А я что-то даже внимания не обратил. Челы так бодро шли, что я даже не посмотрел, что у нас танк немного не танк. Перехвалил Темплара, да. Малёха перехвалил. Ну ладно. Не, может быть, он тоже наваливает хорошо. Scroll. Yes, of course. Дуд. Надо избавиться от кольца дуба и снова вернуться к двум панелям.
Надо сделать так, чтобы кольцо души дуба работало так же, как работает кольцо бледного ордена. Все показатели уменьшаются за каждого члена группы. Или тупо отключаются в данже. Все, чтобы чисто для соло-контента. Соло-контент, ну или PvP, если могешь. 130к даже без рога. Прекрасно. Отключить у кольца дуба возможность работать в донжонах и триалах. Все. Оставить только соло и PvP. Все. Тогда челбасы таскать его никуда больше не буду. Ты обычно базовую базу выдаешь, но когда начинаешь про кольцо души дуба говорить, извините. Как это было в мемасе-то, я забыл. Когда вы говорите, вокруг все отупели. Что-то такое. На поверхности так все на раз-два отваливается. Мне очень часто пишут, что не в состоянии мирового босса убить. Люди такие, вот у меня, блин, 500 ЧП, а я мирового босса не могу убить. Я арену никакую пройти не могу, кроме нормала. Не могут. Потом такие, о, кольцо напялил, все, пошло дело. Нормально. Могу. Огромное количество людей, которые... Я не хочу сказать, что они подпивасники, но они заходят в Teso. Есть люди, которые живут в ММОхе, да, есть люди, которые такие, знаешь, я пришел после завода, надо вот там 5 минут посидеть, пока певчанская в микроволновке греется. Можно 5 минут в Teso позалипать. Квестики я прошел, мировых боссов поубивал. Что у нас там в групп-контенте творится, а? Вроде сильный. То есть вроде бы, с одной стороны, для таких людей сделали как раз-таки кольцо дуба, чтобы облегчить им процесс играния, чтобы они не упарывались во всякие там вивинги и прочее. Но, с другой стороны, из-за того, что такие люди теперь думают, что они суперсильные, они лезут в групп-контент и ни хрена не могут. А запретить им лезть в групп-контент нельзя. Такой срач начнется. Вивинг ротацию за день можно освоить, ну ок, за неделю. А им это не нужно, понимаешь? Вот в чем прикол-то. Им это не нужно. Они в Teso играют как в Тетрис, понимаешь? Ты воспринимаешь Тетрис серьезно, допустим, да? Нет. Ты его врубаешь, когда на унитазе сидишь. Все. Вот огромное количество людей, которые и Тесоху также наверняка воспринимают. Ему пофигу вообще на этот вивинг, он даже слова такого не знает. Какой вивинг, какая ротация, что это такое? Есть скилл, я его жму. Что мне еще надо? Что, вторая панель, блин, придумал. Мне второй рукой пиво держать надо, какая нахрен вторая панель, ты чё? Вот, а он увидел количество бафов у этого кольца и такой просто вау. Твою мать, так я Чак Норрис вообще. Я мирового босса ушатал в соляну. Все. Веткнижники полетели. Хардмод. Погнали. Сразу же. Или каменный зад. Ё-моё, погнали. Сразу хардмод. Ты чё? Я чё, просто так главу, что ли, покупал? Ой. Опять же, возвращаясь к кольцу Бледного Ордена. Огромное... Вот раньше, до нерфа кольца Бледного Ордена,
Невероятнейшее количество людей в нем бегало. Они меня бесили, просто жесть вообще. Чуть ли не фулл пачка могла быть в кольце Бледного Ордена. Долбачи, которые вот носили его. Сейчас его занерфили, сделали слабее за каждого члена группы. То есть примерно такую же историю можно было бы сделать как раз-таки с кольцом души дуба. Но как? Наверное, никак. Единственный нерв, который я вижу, это убрать триальные пятерки и усиление 80% сделать 40%. Наверное, все. Есть люди, которые с кольцом хорошо долбят, вопросов нет. Вон, сволочи, сколько он там писал? Он писал, он в кольце дуба 107 тысяч делает в куклу. Ну, молодец. Мое мнение ненужное таково. Любые билды круто, но билды не должны развращать и принуждать к деградации, а наоборот подталкивать к обучению. В Teso нет обучения, понимаешь? А самообучением в Teso заниматься никто не хочет. Ну вы же видите, каждый день стримлю рандом, ребят, каждый день. Вы каждый день видите челов в Барахе-Сасахе, в Эбоне. Вы видите челиков, которые напялили на себя какую-то солянку непонятную. У него хайбил через морозную палку, будучи некромантом. Он вообще не понимает, что происходит. Вообще люди не понимают, что вообще от них требуется. Потому что нет никакого обучения, нет какой-то базы. Лезть в интернет, изучать там, искать какие-то сайты с обучающими гайдами, с какими-то там... с понятиями, характеристики персонажей. Ты чё, обалдел, что ли? И так сойдет. И так все нормально. Ты вообще сиди и не бурчи. А потом у меня в пати 3 хайбилдера, ё-моё, которые суммарно выдают 16 Ладно, не урчи. 16к урона. Втроем, суммарно. 16к диписа. С ЧПХой под 2 косаря. Найс. Мощь. А так, да, билды все хороши. Главное уметь пользоваться. Могёшь? Пользуйся. Красавчик. Не могёшь? Ну куда ты лезешь тогда? Teso обучение нужно какое-то. Просто хил в СПК Симфония по Мастер Палка встречается только по праздникам. Понял. Так, ну-ка, что тут у нас? О, смотри, киберкотлеты. ХМ хотят, нихуя себе. Погнали. Лол, го. Го, ХМ. Ебать, челы. Ща мехи вспоминать буду. Ля. Гутен так, гутен так. You know, I know, пишу. Отвечаю только за себя. Надо, наверное, все-таки будет перламутр напялить, да?
45 тысяч в трэшку. Что-то как-то плохо. Нет? Нет ощущения, что 45 тысяч в трэшку плохо. У меня есть такое ощущение. Есть подозрение, что не пройдем. Кек. Давайте попробуем. Вот у нас хашник в пати, например, да, у танка елка. Все, минус 5 кусков. Или 2 хашника. А, у нас 2 хашника в пати. А танк в елке, а? Вот, пожалуйста, вот о чем я уже говорил не единожды. Танк в классической елке, 2 хашника. 2 сварщика в пати. 215 не работает. Дорога на 5% пробафу не работает. Перламутр на танка лучше. Переодеваемся. В боди позитивный позитив. Ой. Мы в секретный билд переодеваемся. Бро, сейчас буду тащить. Сейчас все будет, ребята. Сейчас все будет. Бэм. Бля, мечит. Тихо, 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 тихо. Не палимся. Не палимся. Сейчас. Due to his more aggressive nature, there'll be no reasoning with him. Окей. Найс, рандомы. Ну чё, полетели. Сейчас не могу ничего прочитать, ребят, простите. Сейчас мы пройдем, не пройдем, я хз, что сейчас будет. У меня ХМ с рандомами. Книжка пошла. Абсосы. Абсосы, книжка пошла. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Ты выводи ты ее оттуда, блядь. Нахрена ты там встал, родной? 60 тысяч выдают, лол. Молодые выдают 60 тысяч. Ну вот и что делать? Я сейчас не могу. Второй долбач не знает ни хрена. У нас второй ДДшник 1500 не сказал, что ничего не знает. И мехи делай, дурак.
stronger than you. Работаем. 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 Поднимаю. Stay still. Let me put a book through your skull. Дурики, блядь. Залейте его, что ли? Ё-моё, урон 40 тысяч. Боже мой, 40 тысяч урона. You can't get past me. Пишу. Nakri always was too arrogant. Web of truth. What could Valina mean? No matter. We must Пишу, но ХМ. ДПС групп говно. 50к. Плюс-минус. Ужас. Ребят. Хуёво. Молодые. Плюс у нас один из челбасов механик не знает. Промолчал. Вот это, скорее всего. Ну что зависли-то? Я-то готов, го. Так, читаю чатик. Что там у нас? Токсичный стрим. Так, сейчас забаню. Ну, у них урона нет ни хрена. Ты видишь? Челбасы без урона, к сожалению. Они кое-как-то первого залили. Танк написал, что ДД бегают вокруг, а ничего, что только один. Ну... У нас там иностранцы с табуреткой, они, наверное, не понимают, что происходит. Не все же токсики. Да ладно. Все токсики. Перл по сравнению с елкой слабоват. Есть ли разница в уроне ДД? 180 или 230? Там не 230, там 215. Там 35 единиц разницы. Вообще нет никакой разницы там по факту. Перламутр эффективнее, он универсальнее. На сегодняшний день перламутр универсальнее. Сколько урона в процентах? Да без понятия, если честно. Если честно, я вот в этих формулах не очень шарю. Там разница в процент может быть. Он, блядь, бафается 1,5 года, конечно, чел вот этот вот. Давай, заливай. Боже мой, серьезно? Давай, заливайте его. Окей. У Перлы есть, да. Он работает с чем угодно.
Плюс он защиту дает дополнительную. Самый большой процент защиты, который вообще есть. У нас, блин, есть сет на защиту. Реальный. Приказ Врола, который дает 10%, который дает Великую Эгиду, 10% с Хевика, а тут 16%. Без Хевика, просто когда кто-нибудь сдох, все получают. В радиусе 28 метров получают 16%. И это только за одного члена группы. Процент на защиту в донжоне очень сильно. Ваша задача же, правильно? Меньше вайпаться, дольше жить. Ну, кстати, перл не только для танка. Его и на хиле. Я же на хиле бегаю. И на танка, и на хила можно использовать перл. Если у танка нет, например, а у тебя тиммейты не бум-бум. Ну что, прожмет сейчас? Прожимает. Чертяка, чертяка. А прерывать кто будет? Я прерывач не взял. Ну, давай, что-то знает там, хорошо. Погнали. Ой, 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 ой. Танк что-то знает. Опа, задержки начались опять. Нихуя ты всасываешь, дядь? Понял. Защиты у молодого нет ни хрена. О, началось. Понимаю, понимаю, понимаю. 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 Все еще понимаю. Ты будешь держать его, нет? Или я буду? Видимо, я буду. Понимаю. Он меня испытывает, да? Ты меня испытываешь, что ли, чел? Ну, танк вообще не живет, он вообще не держится. Понимаю. Я говорю, у них нет урона, ни хрена. Челбасы не знают мехов. Вот в чем вся проблема. Канал беседки я линкану, когда трансляция начнется. Она пока не началась. А, нет, началась. Давай линкану. Канал беседки, ну еще время будет. Так, делаю сюда. Ну как... начнется в 11. Объясняет абсосом мехи.
как же я живу, как же я живу в этом мире, блин, хорош. Максимально хорош. Кувырочек нужен, да, халявный? Мне нужен халявный кувырочек? Вообще нужен. Правильно? Мне здесь не нужна изворотливость, мне здесь нужен... Меня ничего не станет, мне кувырок нужен халявный, вот что мне нужно. Мне в Некром цвет этот не нравится, зеленое все. Мне многие пишут, что им цвет не нравится. Мне многие пишут, что, блин, зеленый параша. Всем не нравится цвет почему-то. Я, главное, такой, вау, что-то будет свистопердельное, найс. Люди мне такие, параша, ребят. Зеленая параш. Понял. Ребята, зеленый полезен для глаз. Ну чё, поехали? Какого? Боже, мехи, знаете? Все русская пачка, он им на... Пачка русских, судя по всему, он им на ломаном английском пытается объяснить, что делать. А они не знают ни хера. Давай прерывач возьму. Давай, пока мы стоим. Я возьму прерывач. No HM. Да го попробуем еще разок. Го разок. Я просто только вет проходил, пишет чел. Факел зажгли, что ли? А ты что, не видишь, что ли? Лазером жечь летинки, типа? Нет. Ой, челы, блядь, поехали, давай. Пыщ, го. Давай. У них у них урона нет ни хера, знаний механик нет ни хера. Танк такой, ух и... Два хуа-билдера. Танк в елке. Ауе. Ой, бля. Эш, вырубили. Ну, посмотри, у них урона нет ни черта. Чик. Мои рандомы лучшие. Посмотри, 50 тысяч они выдают. Посмотри, они в стоячую вот эту ватрушку долбят 50 косарей. Какой нахер хардмод?
is my specialty. Get away from the fires! When all this is over, I'll apologize for acting in another round. But we really need that staff. Oh, there it is. All right. Time to figure out how this works and return to Scrivener's Hall. Тогда можно переодеться в обычную хрень. Урон 50 тысяч, но это вообще ни о чем. Зал книжников, хардмод, ага. 2 хардмода, ребят. Урон нет. Челбасы долбят по 25 тысяч. Хашники с кольцами. Под бафами и дебафами. 25 тысяч нарыло. Под бафами. Стоячую личинку. Какой нахер хардмод? Ты мне скажи. Челы из стартовой локации вышли только что. И то. Я там чиз-хейвики нет-нет, да-да. Танк, чиз-хейвики нет-нет, да-да. Так что по 20 тысяч нарыло. Под бафами. Это максимально плохо. Это плохо максимально, ребят. При этом ЧПхи, блин, по 1500 ЧП. То есть все необходимые звезды для урона они могут себе позволить. Что правильно? Правогонит. Никто не заметит. Ага, ага. Спасибо за подписку, здравствуйте. Правогонит, никто не заметит. Никто, блин, не тренируется. На атронахах хреначить, а зачем? 20 тысяч хренач. И так сойдет. Ешь с кольцом. Обидно. Хотя я бы тоже, я бы не отказался от хардмода с рандомами. Это прям, это было бы интересно. Это интересный опыт. Именно с рандомами пройти хардмод вот этой штуковины. Но было, в принципе, все очевидно еще на первом боссе, потому что и танк откис на первом боссе, и ДДхи откисали на первом боссе. И очень долго они его, конечно, месили. Очень долго. Прям катастрофически долго его убивали. А, он в конце. Пойдем. Яхта 70 метров, понимаю. Понимаю. Завидую. Ой. Какой хардмод, чел на трэшке сдохли. Как пролог тебе? Ничего особенного, если честно. Очень... Не знаю, я не проникся. Второсортно достаточно как-то. Мора в конце прикольный. Мора прикольный в конце. Какие-то бесцельные побегушки. Без каких бы то ни было
предпосылок тебе теорему Эскобара там предлагают, а ты, блин, должен выбрать прям, понимаешь, прям выбрать. А в смысле как? Чисто по наитию. Ну, в общем, не знаю. Ау. Танк, родной. Valin has pledged herself to Mafala. Викторина у беседки? Хорошо. Викторина у беседки. Ой, бля. Чел, вы сейчас не успеете. Раздуплись, блядь. Раздуплись. О боже, мы сейчас из-за него назад побежим. О боже мой, чел. Ой, не успеем, бля. Пиздец, боже мой. Серьезно, ты отвлекся прям очень удачно. Или он отсюда не исчезает? Слава яйцам, он отсюда не исчезает. Я был уверен, что он сейчас отсюда исчезнет и куда-нибудь в другую точку переместится. Будут скиллы нового класса показывать. Да, все будут. Все будут. Ну, не во всех подробностях, конечно же, наверное. Все подробности, напоминаю, мы посмотрим с вами в понедельник. В понедельник у нас будет ПТС, вероятнее всего. Там уже все подробнее посмотрим, изучим. Сейчас они, скорее всего, покажут какую-то базу, какие-то заманухи этого класса, какие-то приколямбы. Более детально мы все увидим в понедельник следующий. Как вот этих вот молодых бафать, а? Ля, охуенно, молодец. Тяни его сюда. Боже, блядь, в трапу тяни. Сосы. Какой нахуй хардмод им, а? Какой им нахуй хардмод, ты мне скажи? Танк, блядь, доджить не умеет. Дедехи, долбачи. Ну, чё это такое? Да. Я переодеваюсь. Да вайпайся. Или он меня поднимет сейчас. Ага, 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 ага. Переодеваюсь нахер. Все. Задрали вы, ребят. Просто я... все. Ну, первая механика. Ну, блядь, челбасы. Камон. Раздуплитесь, пожалуйста. Хватит страдать херней. Мои рандомы такие рандомы, а? Я балдею. Вроде бы доверяешь людям, напяливаешь легкие шмотки какие-то. Бафы там какие-то берешь. Какие нахер бафы? Хилу главное выжить. И все. Самое главное выжить хилу, чтобы поднимать дуриков. Все остальное. Ветку одну покажут. Они, возможно, покажут все 3 ветки. Просто покажут какую-то уникальную особенность. Может быть, там, ультимативные способности или еще что-то. Ну, что-то необычное.
to burn. Этот сейчас арену всю засрет. Этот сегодня переводить не придет. У него футбол, извините. Он выбрал мужиков, ребят. Вместо нас он сегодня выбрал большое количество мужиков. Это кидало. Понимаю. 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 У кого лучший билд? У меня. У кого тиммейты абсосы? У меня. Все у меня, ребят. Все здесь. Все здесь. Танк, ебать колотить. Какой тебе хардмод? Скажи мне, пожалуйста. Ты руинишь базовую механику данжа. Бежать в ловушку. Хреначить в ловушку этого дурика. Беги! Трапа, дядь. Он вообще не чувствует донжона, да? Вообще не чувствует, да? Беда. Спасибо большое за донат. Очень, извините, не могу, не вовремя. 2 секунды, пожалуйста, потерпите. Я сейчас пройду, все прочитаю. У меня здесь... Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Я не могу сейчас посмотреть. О, бля, у меня там минус танк. Ой, минус еще один ДД. Сейчас всю херню это держать на себе опять придется. Понимаю. Тихо. Ага, все. Хардмод ему, танк. Какой тебе хардмод? Валерьянку мне там скинули после рандома. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Человек, кто бы ты ни был, спасибо тебе огромное. Что ж ты делаешь-то, блядь? Боже, у челиков даже 50 тысяч нет диписа. Охренительные челики. Посмотри на их урон. 45 тысяч. Это был шейх. А я не вижу, у меня этот, как его, чат на весь экран. Я не вижу, мне надо панель скипать. Сейчас открываю, читаю. Донат от молодого уважаемого.
А слово дня понимаю. Понимаю. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое. Очень приятно. Какой аддон сундучки в чат шлет? Сундучковый. Я забыл, как называется. Я тебе не скажу, поэтому... Ты бы лучше поставил аддон, который тебе DPS поднимет. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо. Так, у нас осталось, кстати, 15 минут. Это хорошо. Сейчас пойдем посмотреть. Так. Дай дверь, а. Ну, дверь. Не дают. Блин, ДПС 45 тысяч, ребят. Это что такое? Что это? Ну какие 45 тысяч? Алло. Ну сколько можно? Так, читаю чатик. Вот теперь... Так, сейчас буду искать, где я там остановился. Да, Тед променял нас на мужиков в форме. Катя будет переводить? Катя, переводи. Ну, ты можешь не дословно, ты можешь, не знаю, какие-то общие какие-то моменты. Что-то важное. Беседка вовсю стримит? Да что они там стримят? Еще 14 минут, ребят. Еще 14 минут начнется трансляция. А, придется тебе переводить. А, я думал, типа, я не так ударение поставил. Понятно. Ну все тогда. Блин, 45 тысяч. Челбасы хардмод захотели. Ага. Дверь обстановка, да. И еще она денег стоит до хрена. Ее можно продать в случае чего. Ее можно продать и быть счастливым. Стать счастливым на пару лямов, между прочим. Ожидание дверь, реальность аленорская миска. Поддержу такую печаль. Плакаем всей маршруткой. Спасибо большое, Рандомайз, за поддержку. Опять. Спасибо огромное. Максимальная приятность. Спасибо большое. У меня есть, пока не продал, в продаже стоит. Угу. 375 ЧП. Червяк. Червяк, но при этом в оболочке солнечного шпиля, да? А, нет. Этой. Молотара, извините. Неважно, так. Так, что я хотел сделать? Я хотел релогнуться. У меня есть время, как вы думаете, у меня есть время последнюю ванилу закрыть? А, нет, стопы, я все закрыл. Ветрандом. Ветрандом тогда после трансляции, я думаю, потому что 10 минут осталось, все, ничего. Ссылку на стрим беседки, да, пожалуйста. Я бы тоже закрепил, кстати, бы ее, наверное. Bethesda, закрепляем. И здесь тоже тогда закреплю. Все, закрепили. Через 10 минут трансляции. Ну, блядь, жопа летающая. Что? Извините. Так. Сейчас. Вов, задроту может понравиться Teso или сложно переключиться? Если честно, я не знаю. Я в Вов никогда не играл, но если твой геймплей базируется на том, что
ты жмякаешь кнопочки, то есть по экрану жмешь стрелочкой на специальные скиллы, ждешь прокаста, здесь этого нет. Если ты ранее играл в сингловые свитки, то тут примерно то же самое. Ну, примерно. Относительная нон-таргет система. ISO проще, но... ISO проще. Ну, по идее, я думаю, понравится. Смотри, сейчас у нас... До какого числа у нас, сказать? До 17 числа, по-моему, у нас сейчас идет бесплатный период ISOхи. Ты можешь установить игру бесплатно сейчас и попробовать ее. По-моему, до 17 числа. Если я не ошибаюсь. Ну и, само собой, гайды там какие-нибудь, посмотреть вообще, что да как. Но, чтобы просто понять, что к чему, надо установить ее. Можно установить. До 17 числа бесплатно ее попробовать. Так, Ребзя. 10 минут осталось. Я, наверное, тогда буду сейчас переключаться. Я думаю, потихонечку. А потом мы с вами сюда вернемся. После трансляшки. Надо швед рандом закрыть. До 17-го. До 17-го, хорошо. Да, в Teso гира никакого нет. Вообще. Дела. Так, ну что, делаю тогда, да? Сейчас буду делать. Угу. Там стрим непонятный, там сейчас идет. Видишь? Некром Chapter Preview. 8 минут осталось, да. Начало. Сейчас они... Ну, какая-то там у них розыгрыш, какие-то еще какая-то байда у них сейчас идет. Поэтому сидим, ждем. Как вам будет удобнее смотреть трансляцию, так? Или все-таки на весь экран сделать? Я, наверное, сделаю на весь экран, я думаю. Я думаю, YouTube не будет против, что я чужой контент смотрю вот таким образом. Зосы, стартуйте сейчас, пацаны, у меня перерыв матча. Тебя мужики отпустили твои, да? Я так понял, ДМДЖ метра нет никакого. Я не знаю, что это, если честно. Скажи, что делать, если при рыбалке я выбираю наживку, но не могу выбрать крайнюю. Я переключаюсь по стрелкам, но нужно, чтобы мышка переключалась. Сорямбыч, не знаю. Там, там у беседки своя музыка идет, да? У беседки идет музло? Я просто не в курсе. Да, там что-то у них играет. Или нет? За просмотр на Твиче плюшки будут. Плюшки будут. Плюшки будут. Буду давать сережки. Так что бегом на Twitch. Оружие. Да, это Луна и звезда. Что за сережки?
Имя такое. Я забыл, как они называются. Началось. Ох уж этот гач-юмор. Данжей в Teso на сегодняшний день, кто считал? Штук 50, по-моему, только данжей. Если я не ошибаюсь. По-моему, штук 50 только данжей. Еще триалы. Пять минут. Я тут, пиво тут, мы готовы. Зосы, врубайте, сейчас подает. Сейчас сережки найду, если покажу. Ща. Так, Луна и звезда. Можно как-то открыть. Вот такие. Вот такие сережки будут давать. Давайте, Зосы, не подведите. Давай дальше рандомов матери, какая тебе трансляция, все равно не поймешь ничего. В смысле, я посмотреть хочу. Сейчас посмотрим, пойду материть. Дропов нет, потому что в 23:00, ребят. Ну, минута же осталась, ну ё-моё.
Ща орать, наверное, будет. Не знаю, что по громкости, ребят, если честно. Сейчас, наверное, будет орать, если что. Скажете. Уехали. Бэм. У ЗОСов, кстати, трансляцию можно обновить, по идее. Сейчас должны будут дропы начаться. Да, дропы начались, ребят, обновляйте трансляцию. Вообще орать, наверное, будет капец. Уехали. Вообще заряд, наверное, прям. Nice. ZeniMax Online Studio Director, Matt Firer. Wow. Thank you. Thank you. Hello, Las Vegas. Welcome to the 2023 ESO celebration. We're really, really happy to be doing events in person. We have 2 days of celebrating ESO with you, the community. We got a full day of presentations. We're so happy to be back doing live events. Thanks so much to all of you that made it to Las Vegas. So thank you for coming. Also, we're live streaming this part of the show, the opening sequence and the first presentation of the day, which is coming up soon and focuses on a deep dive on Necrom. So welcome to everyone joining on the stream as well. Лопайте. But first, we can't do a community event without talking about the community. So ESO seriously would not exist without all of you. You play the game, you bring Tamriэль to life, you give us your feedback, whether we want to hear it or not. But most of all, you're definitely the most welcoming, the most awesome community in gaming. You are ESO, and ESO is you. So that's why we named this event the ESO Celebration, because we're here to celebrate not just the game, but all of us. На суфлёре тоже написано We hope to хлоп-хлоп. see more of you in person in the future. Next year is ESO's 10th anniversary year, and we're already planning on how we honor all of you and the 10th anniversary of ESO with a big in-person anniversary event next year. Stay tuned for details. We're still working on it. Что он говорит? Все молодцы. And of course, thanks to everyone at ZeniMax, all the devs at ZeniMax Online, and all our friends at Bethesda. It's really an honor to come to work every day and work with each and every one of you. Your hard work and dedication makes all of this possible. So shout out to the devs. All right. First up in our busy day of panels and presentations is the main event, focusing on our upcoming chapter, ESO Necrom. To introduce the Necrom chapter preview and the all-star dev team panel led by ESO Senior Community Manager Gina Bruno, please welcome ESO Creative Director Rich Lambert. Чтобы не качать заново, можно как-то игру перекинуть. Ты про что сейчас? Ой! Ой! Wow. Ящики почините, ребят. I'm wearing pants today, yes. Thank you. I just want to thank everybody for being here today.
We are incredibly excited about what we're going to show you all. This is something really special for us. We really, really dig hanging out with you all, talking to you all, and talking most importantly about something we love, which is ESO. So just in a minute, I'm going to be handing things over to the team that's sitting up on stage here, and they're going to share more in-depth, behind-the-scenes details on this chapter. Before, though, I just want to set the stage. So this year is ESO meets cosmic horror. It's the Daedric Prince of Knowledge and Hermaeus Mora mixed in with the Dark Elves of the Telvanni Peninsula. And you're going to be spending a lot of time in both Apocrypha and the Telvanni Peninsula. Не подскажу, не знаю. You're going to explore a lot of really cool places, you're going to see a lot of really cool things, and you're going to get to experience a lot of really, really cool stories. Apocrypha in particular has something really, really special and some really cool surprises. So if you are familiar with Skyrim and the Dragonborn DLC, you will kind of know when you get into our version of Apocrypha what to expect. It is the yellow-green skies, it's the books for miles, but that's not all we've done. One of the things we love doing is putting our own spin and our own take on things. And we've done that in a new biome that we're calling the Chroma Incognito. And this is a location that the team really went off and really explored, and there's new vibrant colors, and it's kind of a new way to store knowledge С Яндекса в прошлый раз смотрел. С we're excited for you all to see that. Говорю же, на Ютубе тоже нет субтитров. In addition to these new locations we've got, we also have a brand new class. The first one since 2019. Yes, and this has really been a labor of love. So the team has spent almost 2 years working on this class. They put a great deal of time and effort into this, and it doesn't look, play, or sound like anything we've created up to this point. It's really, really special. I'm really proud of the team and what they've been able to build, and I can't wait for you all to get in there. Это бодипозитив, For those of you that ребят. are here in Vegas with us today, we do have a preview build. It's upstairs. When you came in, you hopefully all signed up to go in and get a chance to play it. Let us know what you think. We're going to be hanging out for the next 2 days. We want to meet you all. We want to talk with you all. Вы просто завидуете. Like I said, we love this. And if it weren't for you all, we wouldn't be here. So thank you so much. Yes. And with that, my part here is done, at least for this first part. I'm going to hand this over to the host, our very own Gina Bruno. Thanks, Rich. Welcome, everybody, to the Necrom chapter preview. My name is Gina Bruno. I'm Senior Community Manager here for the Elder Scrolls Online. We want to welcome everybody watching around the world on Twitch, and also to everybody here in person in Las Vegas. Yeah. So we'll be live streaming this entire chapter preview, but afterwards we're going to go offline, and then we'll have a bunch of panels and activities for everybody here at the ESO celebration. We have a jam-packed show for both veteran and newcomers alike. We're going to be giving you all the details on the Necrom chapter and update 38. So as we mentioned back in January, for the Global Reveal event, we're heading back to Morrowind, where you'll be able to explore the Telvanni Peninsula and Apocrypha, and as Rich just mentioned, the brand new area of Chroma Incognito. During this stream, we're also going to be giving you a lot of detail about the new class, the Arcanist. We'll talk about the new companions, the new world events, what else? All sorts of things. The 12-player trial, of course, can't forget that one, right? And don't forget, everything that we're talking about today is launching in June, but you're not going to have to wait very long to give it a try because it is coming to our test server on Monday. So before we get started, I do want to mention for anybody watching on Twitch, we do have a brand new item available. It's these Moon and Star earrings. ПТС в понедельник. Все, ребят. Make sure that your ESO and Twitch accounts are linked. And for everybody here, we'll make sure that you also get it. So don't worry. We got you covered. All right, so now let's kick things off. We're going to introduce our first group from the ESO development team. We have Michael Zenke, our lore master. We have CJ Greb, our art director. And of
course, Brian Wheeler, our lead combat and PvP designer. Oh, Lord. So as Matt said earlier, we are here to celebrate ESO and its community, and all of you have worked on ESO for a number of years. So what does ESO or its community mean to you personally? Zenki, hot seat, you can go first. Absolutely. So it's a pleasure to be here, everybody. I actually had the distinct pleasure of shipping Elder Scrolls Online with these three amazing people with the original development team. Took a leave of absence from the company. PvP-дизайнер, га-га-га. It's going to be 2 years almost that I've been back here in a couple of months, which is crazy to me. I would not be here if working on Elder Scrolls Online was not the highlight of my career. Working with these incredible people, with this amazing community, and with this incredible game. That was very sweet, thank you. Well, CJ, what about you? I talk about this a lot. Покажите что-нибудь уже. Ну. Answer, but we think a lot about the responsibility of working on an Elder Scrolls product because, I mean, you can go into the gaming community, you can say, what's your Elder Scrolls game, right? Like, people have an answer. It's like saying, who's your James Bond, right? Like, they'll say Oblivion or Skyrim or Morrowind or Elder Scrolls Online. And to know that we're part of a community and part of a gaming, sort of legacy that's been around for so many years and is such a big part of so many lives, we take it seriously. We take being a shepherd of this very, very seriously. And thanks, everyone, for being here. It's great to be part of it. Hell yeah. Here, here. Oh, I guess I'm just the old fart up here. I've been around since 2009. So it's been more than just a job for me. Like, I meet some of my best friends. Like, y'all come over to barbecues. So it's very much like you all. Where you've never invited me over for a barbecue. Well, you need to come over because apparently I'm a good barbecue. So yeah, I met like friends that I play with daily. Like, we go on vacations together. They come to like Ren fairs with us and stuff. So it's not just my career and my job, but it's part of like a social network that is not only just for people in the studio, but people that I've met, and it's been just an incredible ride. It's been a lot of fun with everybody. Они все на ISO+ сидят. That was very sweet. I feel like I'm getting all misty-eyed here. So we just started the Shadow over Morrowind adventure, which consists of this whole interconnected story, and we kicked it off just last month with the Scribes of Fate DLC, and of course the Necrom chapter is coming up next. So in the chapter, players are going to go to Morrowind, they're going to go to Apocrypha, which was last seen in the Skyrim Dragonborn DLC, but it's this whole new adventure, and it's kind of our spin on things. So with that said, how would each of you describe the theme of the Necrom chapter? That's easy. Extraplanar magic, some truly incredible characters, and secrets that mortals were not meant to know. I like it. You're welcome. When you say cosmic horror, and then you tell artists that they're going to work on something with Cthulhu sort of thematic pieces, like, they get excited. Artists dig this stuff, so it was an easy launching pad for us to get to go into the world of Apocrypha and Mora and start to explore, some new areas that we haven't gotten to see since Dragonborn. So it was awesome. I mean, all that Cthulhu and like cosmic horror stuff, that was just like fuel for making the new class. So it was just great to have feed off of all that stuff. It was awesome. Well, CJ, I'm glad you mentioned Mora because our community went nuts when they saw he was going to be part of the chapter, and I know they've been dying to learn more. They want to know more. No. Okay. There it is. It starts. It's going to start, right? I'm sitting next to Zenki, who's the king of puns. Listen. I will not match him. But it's all good. We're not going to try. So for those that may not know, Hermaeus Mora is the Daedric Prince of Forbidden Knowledge. He's making his return to Necrom since last being seen, not just in ESO's base game, but the Skyrim Dragonborn DLC. Mm-hmm. So in terms of our chapter, why Mora and why now? Absolutely. So interestingly, Mora actually arose organically from the narrative that was originally concepted. The whole core of the story is a secret so powerful, so terrible that could unmake reality. And so that as a starting point, right? Mora he wiggles his way onto the scene, right? So this is a great opportunity for us too to show Mora in a different light. Unlike a lot of the other Daedric princes, he, especially in this story, exists in a more neutral space. It's also a great opportunity for us to show his many and varied mortal followers. There's a lot of different folks running around Apocrypha. And it's going to be an exciting time.
Let's actually talk a little bit about about his creation. So CJ, what was it like bringing Mora to life? Yeah, very cool. I mean, we see a little bit of Mora in base game, but he's a little more of a diminutive Mora than we're used to seeing. Like in Dragonborn, he was this big, impressive thing that was crazy, and so we wanted to pull that in. We wanted to make Mora a little more, update him for ESO a little bit, but. The really interesting thing was working with a Daedric prince that really wasn't on one side or the other. Not good, not evil. He's just interested in cataloging, in collecting all that can be collected, right? And so that was the place we started from, and it was from there it's just fun. It's good to have a hobby. Yeah. Мужики, кстати, сидят как будто бы на фотографии You know who до else has a и lot of после. history in the Elder Scrolls, and especially in Morrowind, is the House Извините. Telvanni. So for those that may not be as familiar with this group, yeah, they're excited for it. Indeed. Zenki, can you give just like a quick Cliff's Notes version of who House Telvanni is? Absolutely. So the great houses of Morrowind, right? Like these anchor bedrock elements of Dunmeri culture. House Telvanni exists in this special place within our timeline. House Telvanni has divested themselves of a lot of the other concerns of the Dark Elf houses. They're not part of the Ebenhart Pact, the Альдмерский Dominion, or the Daggerfall Covenant. They're doing their own thing, right? So this is a great chance for us to have a mortal anchor on Tamriel where these guys are all about secrets, hidden knowledge, and, dark politics. It's a good time. Yeah, we talked a little bit when we were starting the process about how the Dunmer felt like a good fit for the story because we were dealing with Hermaeus Mora. The Dunmer are very reverential about their ancestry, about their past. They're kind of like steeped in that, in maintaining that past. And then we knew we were going to go to Necrom, a city all about revering the dead, right? So it felt like a good fit from a storytelling perspective. Yeah, it'd be great if there was like a class. Коробка одна будет, да. Secrets and all that kind of stuff. Wouldn't that be cool? That'd be great. Сережка. Well, that brings us to one of the things that players were most excited about when we announced it back in January, and that was the reveal of a brand new class, which was the Arcanist. What a segue. Спасибо за подписку. Segue. Almost like you planned that. So first, let's start just with the basics. Wheeler, what is the Arcanist? So it's simply our 7th class for our 7th chapter. It's basically this class themed after a lot of things we've talked about, this cosmic horror, Cthulhu style. We wanted it to play and feel and be something different that we've made out of any classes before. So we took a lot of time and a lot of care to not only make it look and feel and sound badass, but also it had to be different than anything we made. And brought us in, like the artistic side, brought us in really early on the process. Like earlier than they needed to bring us in. Well, at the beginning it wasn't necessarily going to be an Arcanist, right? No, they were throwing out all the ideas at the wall, and you brought us in real early. So, okay, what's floating your guys' boat? Like, what's feeling exciting here? Yeah, exactly. Narratively, involved very early as well. And it's one of the really exciting things about every class in Elder Scrolls Online. We want to give you the narrative storytelling tools to shape your own connection to Tamriel. And Matt, I got to tell you, the Arcanist is a whole new set of tools. So then, Wheeler, what about the overall inspiration and the backstory? Две коробки. Yeah, we were, again, like CJ said, it was just like make a class, and we knew we had to have it themed after, Hermaeus and that whole cosmic horror, but things like really jumped off when we started talking about the Black Book. Like that was like an immediate aha moment where we were like, oh, that's cool because you can draw from so much power and so many secrets. And that could be any kind of magic, and we went with this cosmic, wild color, and it just clicked immediately. Yeah, it was a gift for us because we didn't know it was going to be Hermaeus Mora themed at first. Right. And we were already working on the Hermaeus Mora stuff, so some of the glyphic stuff, some of the you'll see some if you stay around for the class panel later, you'll see some of the early concept art for the class when we were working on it, and we got to get into all the stuff we were already working on for Mora and pull it over. So it was great. Блочить книжкой. Well, getting to design a brand new class is something that you all don't get to do super often, so I'm sure the team was really excited to Коробки две, сережки get in уже there and get their дропнулась, hands теперь dirty 30 with минут it. еще. What was one of the most fun parts of developing this new class? I mean, we get to make В районе 10, new 11 sets, в Москве. and we get to mess with abilities from time to time, but having a whole suite of abilities to toy with, especially with like the color palette and the vibe we were going, that really opened up the stage for a cool sound stage. And I kind of do like audio stuff on the side. So Wheeler's kind of an audio nerd. we had a moment there where we were like, all right, let's really explore some different frequencies and sound tables that we haven't messed with before. So it not only
was fun to get the cool look and the animations and all those visuals. But like when you put the headphones on, you catch bass, you catch all of it. It's really fun to hear that stuff, right? Into it. Heck yeah. I was just saying, heck yeah. Narratively too. Heck yeah. I'm into it. It's about it. Narratively too, a lot of fun opportunities. Again, for every player, you interact with their class in a different way. And with the Arcanist, you don't have just to be just a Daedric cultist, right? You can have a bunch of different relationships with Hermaeus Mora, with Apocrypha, with the Power Suite itself. It's all up to you to decide what that journey looks like. Yeah, when we started to sketch out, we started to sketch out abilities, and we were catching ideas from content and from you guys on the team. It was a lot of fun. My favorite was we came up with something called the Основная часть, а потом геймплейная. Impact. We called it a Kira arm at the beginning because it was just the tentacles coming out of the arm. That process is a lot of fun. Yeah. And like getting that whole crew together, like you guys were saying we were brought in early, like having that cross discipline, like it was a mix of like, audio effects, animation, lore. We had our designers on it. Like we had a whole suite of people that were just meshing together extremely well. The engineers right at the beginning of the process. They were all about it. Gave us the runway to get there. Yeah. It was awesome. Well, obviously there's a lot that goes into making a new class. How did you all decide on the particular look and feel? So things like the visual effects and the colors and all of that. Want to talk color? Sure. So I mean, well, I'm probably just giggling, but there's a lot that goes into that where you have to look at the colors that exist already on all the classes. You have to look at not just like the icons, but I would go into Photoshop and just be like, screenshot, ink dab. This is what it looks like. These are the colors of the Templar. These are the Dragon Knight, and then that left us with a color palette that was like obviously screening out to us like. Green, purple, black, and you didn't kill me, so I was happy. No, you didn't have to twist our arms for that. It was all tied to Hermaeus Mora, and we were all старались, бла-бла-бла. Mora stuff, so it was easy. All right, well, let's get into what I know players are really excited to hear more about, and that is Arcanist abilities and skill lines. Oh, Lord. Наконец, давай. That was cool. Wow. They're all about it. Mom, go home. So yeah, I mean, we took keys from, I want to say, the Warden and the Necro, where we had the abilities sort of categorized into DPS, tank, and healing or support, because that resonated extremely well with new players and veterans. Like they could go into a skill line, like, all right, here's my damage stuff, here's my tanking stuff. And of course you can, mix match this how you want, but each skill line having their own vibe of this is their theme, this is what they are mechanically themed after versus, I would say, visually themed after. And we have Herald of Tone for damage. We have curative rune forms for healing and apocryphal soldier for the tanking line. And that again, that division of the I would say gameplay style just felt perfect because again we also had that out with the Necro and the Warden. Everybody loved that, so I want to stick with it. A great example of mechanical constraints being actually very helpful for narrative creativity, right? So because each of the skill lines have a mechanical focus rather than like a thematic focus, that lets us take the different bits that make up the class and interpose them all throughout the different skill lines, right? There's no tentacle line, there's no abyssal seas line, there's no rune line. I know, it's, every time we talk about this, it's like, oh man, this should have been a tentacle line. That's fine. It makes the Arcanist feel very coherent, right, thematically, which is great. From our side, right from the beginning of the process, you were on this, Rich was on this about it can't look like anything we've got before. Like, it's got to be unique, it's got to look different. And then we were given it was another gift. It was healing, and it was damage, and it was, tanking. Ой, а у меня-то еще и фильтры на Тесохе стоят. Вот у меня, наверное, прям зеленый будет на весь. Players can play however they want, and we have all of these really great abilities. What are some of your favorite abilities? I mean, I'd be remiss if I didn't talk about Fey Carver. That thing's awesome. It's basically a laser beam that you blast out from you any direction you want, and you just control it. And I think we got some audio here. It was pretty muffled, but it's pretty cool. Like when you hear it in game, it's just like it sounds almost like I can't word it any other way than just a badass laser firing off of you. It's really cool. Yeah,
Necro Lizard, awesome. So for me, absolutely, it's the Arcanist domain. You drop a vortex of power at your feet, help you and your allies, and again, a lot of great lore opportunities. Do we have any Morian Zenith fans out there in the audience? Any deep lore? No. Okay, cool. I'm the only one. That's right. Anyone? I'm extremely used to that. Don't worry about it. So for those of you in the audience watching, the lore folks, Morian Zenith is a very powerful character. Makes an appearance in this release, and we got a great morph for Arcanist domain called Zenith's Empowering Disc. It's gonna go over great. Cool. I already taled about Abyssal Impact, right? Yeah. Okay. You did? You want to talk about it some more? No, it's awesome. Okay. You just like you guys saw it, right? It was in one of the shots of there. I think. Yeah. Well, one last thing we should touch on is a brand new system coming with the Arcanist. It's unique to this class, and it's what really makes it special. This is called the Crux system. So, Wheeler, can you explain what this is and how players are going to use it in combat? Yeah, I mean, you say Crux system, and that makes people think of mechanics, and people go, what's the dirty word, mechanics? But, I mean, when you think about it, there's the Necro who can gobble up corpses to get cool stuff that goes on their abilities, and even going back to the Templar, they could do that sort of mechanic too. So we were looking at, in a lot of the development time, what kind of mechanic can fit, A, in Elder Scrolls, and B, isn't going to detract from the combat we already have. We're very action-based combat. We want you to be in the moment. Потом преображает ее во что-то свое, что-то новое. Херак. So what's really cool about it is there's this system where you build or spend Crux. Now, it's not required, and some abilities will get extra little additions to it, depending upon how many Crux you spend. You can either have, like, the ability costs less, or it can do some more healing, or it can give you, like, a major or minor that you may not have had if you didn't have Crux. So it gives you that flexibility, whether you're, a pro, or some of our high-end raiders or hard moders, versus a new player. Like, it's not a system that's going to overwhelm you, and that was also very, very important with that system. Кастует матричный код. Our fears were mostly about the user interface side of it, right? Because we have a philosophy where we want you playing the game, we don't want you playing the UI. So we were really afraid we were going to have to see like Crux things off of the способность right? we got the сильнее, тебе нужно одну способность прожать, три раза, проспамить ее. Ее можно будет преобразовать во что-то новое. And another narrative opportunity. Crux is, of course, like a fated moment, so an opportunity to bring in fate as part of Hermaeus Moore's portfolio into the class. Great stuff. Yeah. And as you all just saw in the video that was playing, the Crux, the Crux thingies, right? The thingies. Don't get official term, right? As they're spinning. Runes. Okay, actually, they're runes. That's literally my job. I don't know what that's right. Well, other players can see that too. So as you're kind of going around, maybe in Cyrodiil, if you see somebody that has 3 Crux they're going to unload spinning around. Look out. Watch out for 3. Well, we had a group of players that were lucky enough to come in and play the Arcanist a little bit early. I know a lot of them were able to publish their preview impressions earlier today. Thank you. They've been really excited about playing the Arcanist, and I know a lot of people that were reading this are really anxious to get their hands on it. What are you all most excited about with the arrival of the Arcanist? I mean, from the combat side and PvP side, just looking at all the builds that people are going to make with this. Like, we get builds all over the place, from, veteran to new player to people just want to run and craft. So it's going to be wild to see the variety of builds that people have, but also just being able to see, like, people enjoy it. Like, we've been working on this, like, for about 2 years, and everybody's like, holy crap, that's a long time. And being able to finally see people play it and enjoy it, it's just, like, extremely rewarding. So that's going to be a lot of fun. Absolutely. I can't wait to see what people make of it from a role-playing perspective. So many great opportunities for new stories, new characters, with this interesting connection to Apocrypha. I'm looking forward to screaming Teso at the top of my lungs every time I do. Abyssal Impact, have I mentioned Abyssal Impact? A little bit. It's pretty good, good spell. You seem to like that one. Well, I know sometimes we sneak in little Easter eggs throughout the game. Are there any that players could expect to see with the Arcanist? Yes. If you've been around Cyrodiil and Imperial City, you know there's some stuff snuck in there. But this time we're trying to sneak in things associated with the team that built it. There's some phrases or words that had special meaning to people, so we stuck a lot of those into some tooltips. Heck yeah. And that kind of gave us an opportunity to give that personal touch to it, but also kind of gets again to what we've kind of talked about here, where it's been a team effort, and
from like the top to the bottom with everybody working on the class. They've been giving it their heart and giving it their all. So thanks to everybody back at the studio, and hope you all enjoy it playing it here today as well as on PTS Monday. Мне интересно, каким образом можно будет механику круксов вот этих I want to give a PvP huge thank you to Senki and to Wheeler for giving us more information about this new class. Can't wait for you all to give it a try, so make sure you hop on PTS on Monday and give us your feedback on it. So just a few minutes, we're going to dive into the new zone, but first we'd like to show you how this all comes together in a brand new world premiere trailer. Как это хлопает? Хрен знает. О. Кто тихий? Я тихий. We use the power of forbidden knowledge, searching for untold secrets. Говорят, арканист будет уметь But there is a все. price to be paid when calling upon the unknown. Sometimes the unknown. Все в понедельник посмотрим. Все в следующий понедельник. Бля, хорошо бафы пошли. О, бля, бафчики на группу сюда, бафчики. Люблю бафчики. Бафчики. Оружку зачарил. Ну, блин, хорош. Свистоперделен и хорош. Нравится. Не знаю. Я буду его качать. Ну надо. Хорош. Ready to release Necrom in just a few months, where you'll finally be able to get your hands on this brand new class. We are excited to let everyone know that the Necrom Prologue quest is live and available to everyone to try right now. So anybody who has access to the ESO base game can jump in and play this Prologue quest. And on top of that, ESO is running a free play event right now, so anyone can jump in and try this content today. So some of you may be asking yourself, what is a prologue quest? I know all of you know, but some people watching the stream may be curious. So this is, I am going to, I plan to. So this is essentially a quest that prepares you for the chapter content. So you actually kick off the Necrom story arc ahead of it launching in June. So we'll talk a little bit more about this quest and its rewards a bit later in the stream. But first, I would like to introduce some new dev team members that are sitting here. First up, we have Tom Murphy, our zone lead. Hi. And the man who needs no introduction, our lead encounter designer, Mike Finnegan. So you both have had a hand in developing some of the community's favorite areas and DLCs. Favorite. What is one of your favorite memories from development? It's a pretty hard question, but one that's very near and dear to my heart is actually a series of books that I wrote in the Greymore release. So Greymore, vampires, gothic drama, and somebody came up to our desk and was like, hey, we need a book about cheese. Можно, наверное, посмотреть, если есть. I was like, well, I can give you 4 books about cheese, and that's Cheeses of Skyrim is my favorite contribution. Fun fact about that, he also runs the cheese group at ZOS, like or the the cheese cheese club at Yeah. ZOS. So. I'm the Ayatollah of Gorgonzola. Ayatollah of Gorgonzola, yes. Finn, what about you? So I get asked this question all the time about what's my favorite dungeon trial or whatever. And it's like, I like to say, it's like picking your favorite kid. And all parents know you absolutely have a favorite kid. Давайте после трансляции. Can't say what your favorite kid is. So I actually would rather like to ask you guys, what is your favorite dungeon trial arena? Red Sail Reef. I heard Ninja say Lair of Marcelok. A lot of good stuff. Look at that.
Anytime I stay alive, that's good. It's all good. It's all good choices. Ну, а что ты сейчас вот на английском скидываешь? Я автопереводчик включу там и все посмотрим. So as we mentioned, players are returning to Morrowind this year, but in Necrom, we're actually going to be heading to the Telvanni Peninsula. Why did you all decide to tell this story in a different part of Morrowind, and what's kind of going on in this area? Yeah, well, to harken back to something our illustrious lore master, Michael Zenke, said, House Telvanni was a really natural fit for the themes of the story we wanted to tell in the Necrom chapter. And it also really gave us a great opportunity to explore Morrowind and Dark Elf culture without really having the lens of the tribunal sort of on them. You know, House Telvanni maybe pays the most lip service compared to like the actual worshippers of the tribunal. And also Necrom as a city predates all of the tribunal worship. So it's just really fascinating stuff to explore when we did our quest content. Yeah, for us it went back to sort of the Dunmer being a nice fit for Hermes Mora. We knew we were going to go to Apocrypha. We knew we were going to do a lot of fun things with досмотрим, я тогда Apocrypha. почитаю. You know, Morrowind and the Telvanni coast is very much that space in Elder Scrolls it feels kind of alien, and it's it's one of our more weirder interesting areas. So it felt like a fit. It's less Red Mountain, Ashlander. It's a little more verdant and full of life. But it's always fun to go back to places that we know players have been before. We like to always give people the sense when we hit that nostalgia button, you're coming home, right? And then we smack you with Apocrypha and Cthulhu nonsense, right? It's all about the mushrooms. I love it. That's really what it is. It's all about the mushrooms. Well, and it's an area that they haven't seen since Teso Arena. 94? It's 94. Arena? Yeah, wow. I know that because that's what my note card said. Don't give away the magic. Well, when we say Morrowind, obviously there's things that make it immediately recognizable, like the giant mushrooms, alien landscape, the Nixox, for better or worse. So in what ways is the Telvanni Peninsula visually distinct from the rest of Morrowind that players have already experienced? Yeah, I talked about a little more verdant. I mean, we knew that the big thing this time we were going to get to go to Necrom. Haven't seen it since Arena. And obviously Arena in 1994, the tech just wasn't there to fully realize what Necrom could have been. But we had all that lore. We knew that it was sitting in the maybe desecrated carapace of a long dead semi-god that maybe Vivek threw down and maybe he didn't. We knew that the White Towers were going to be there. So we had all this great lore to jump off from, and that was probably the most. That was we were going to be able to give people something they hadn't seen before. Yeah. So we mentioned Apocrypha earlier. Can you explain a little bit more about what this area is all about? Yeah, so Apocrypha, domain of Hermes Mora, all domains of a Daedric prince are kind of an extension of the prince themselves. So Hermes Mora is the prince of forbidden knowledge and fate, and these ideas are really just sort of suffused throughout Apocrypha, right? So he's the great miser of oblivion. He loves to extend his tentacles out into other planes and into Nirn and kind of ensnare as much lore and knowledge as he can and kind of drag it back into his moldering libraries and his like gross, inky seas. Ooh. Sounds like a pleasant place to visit. It's a good vacation place, right? Yeah. It was kind of daunting from the art side. We saw Apocrypha in Dragonborn, and it was really set out in sort of the blank, inky sea, right? And it was the cool platforms with the lacy stuff, unrolling and all that stuff. So we had in the books. So we had that basis to go from, but. We're making an Elder Scrolls game, an Elder Scrolls Online game. We have to give people an overland, right? We have to have a hub town. We have to do the things that give everybody the things they need to play the chapter. And so we had to start thinking about, well, what is a god who likes to collect all things collectible? You talked about maybe even like literally pulling in pieces of Nirn, right? Because he's cataloging everything and what shapes and what sort of ideas make that up, and somebody hit upon the idea of fossils embedded into the very rocks themselves. And we knew we wanted to match Morrowind's crazy alien environments, so the artists got to just go pure imagination and go crazy, and you'll see it. It's pretty cool. Yeah, and like we did with the
the Deadlands DLC. So Deadlands was a space that everybody knows. If you play TS4 Oblivion, you know that's like this red hellscape with fire and everything. But then we were able to say, well, what does destruction mean? And we had the Stormlands, which were a little bit different. They looked a little bit different. Apocrypha is kind of the same way, where we are able to take what they did in Dragonborn DLC and then really build upon that and put our own stamp on it and make it look kind of like unique in our game. One of the things I really like, and you just saw it in the video up here, is the usage of books as part of the architecture. We were a little worried about that. We worry about metrics. And when you have a zone that's like billions of books stacked everywhere, you got to get through it. But we got through it. No, it looks amazing. So one of the things that, of course, brings a zone to life is the monsters. And Morrowind certainly doesn't have a shortage of just weird and strange creatures. So what are some of the general themes and the approach to the creatures that players are going to be coming across in Necrom? Yeah, so we went with Cosmic Horror was the big thing, but also we went back to what players have experienced in the Dragonborn DLC. You've seen the lurkers, you've seen the you've seen the lurkers, and you've seen the seekers, and we were going to take those and largely build on what they did, and then make sure it fits in our game with all the abilities. But then we were able to build completely new things, and what you see right here is this is the Hushed. These are like people that have gone a little bit too far in their worship. They don't have mouths. They're almost like zombie-like. And then this guy right here, which is the Mind Terror. So these guys operate completely different, or a little bit different than what you're used to with monsters. Their attacks almost seem like 1940s, like horror films. They're stop motion. They fade in and out. As you can tell by the expression on Gina's face, she really loves the Mind Terror. Loves the Mind Terror. Loves the Mind Terror. We literally were thinking about Gina when we were making this. Gina's not going to like this. It's got more than 4 legs. Gina's not going to like it. But I would be remiss if I didn't mention the Tome Shell. The Tome Shell is this. There you go. It's this little books that have creatures that are inside them, and they inhabit them and go around. So they're little creatures you're going to see throughout Apocrypha. There's the lurker. So like I said, you've seen some of these things in the Dragonborn DLC, and we kind of like fleshed them out how they'll fit in our game. He's pretty. Yeah. Always lurking. Always lurking. Yeah. There's Tome Shell. Yeah. They're adorable. I know, right? The story of the Tome Shell is great because it was so organic. It was just someone saying, well, what would a hermit crab in Apocrypha look like? It's exactly right. It's exactly right. I'm sure that won't happen. Thought the Nixox were bad, and then you introduced these things. Love the Nixoxes. Well, thankfully, we have a host of great characters in our chapters. So let's talk about some of the characters that players are going to be coming across in Necrom. Yeah, so I feel like the best releases we do are ones that give players a motley crew of allies, right? So our goals for Necrom were to go like big and weird with the people that you're going to be spending time with. The first one I'll mention is Laramel the Wise. It's kind of your main ally in the task that Hermaeus Mora sets before you. She is an arcanist. She is not like a cultist of Hermaeus Mora. She's made a bargain with him for certain powers, and he's calling in his part of his due, basically. She can contractor. Yeah. She can see threads of fate, which is an extremely rare and valuable gift for followers of, or people that are in Hermaeus Mora's sphere, and that's sort of your main interaction with her, is helping find where these threads of fate are going and how they point to the various villains that are at play. The other one I'll mention is Meln the Mouthless, who is this weird character that I just created to kind of embody the Telvanni Peninsula. He's the ghost of a magister. He's kind of a grumpy old man that talks like this. Kind of like Fenn. Yeah. Hey. Oh, only likable. That's fair. That's fair. He's like, oh, my lumbago. But he's actually a ghost that lives in a soul gem that you keep in your pocket. And the idea is very similar to a character that I wrote for the Deadlands, Aerox the Mutilator. Just like, have you heard of him? I thought you might have heard of him. You just love to narratively be in people's ears. I as do. They run around. If I could, I would just sit behind somebody playing the game. I'd be like, oh, look at that. You're going to hear this. You're going to hear this. You meet Meln pretty early in main quest, and the moment you meet Meln is one of my favorites.
I won't spoil it, but it's very funny. Yeah, he's great. There's so many great characters. I don't want to spoil any more, but there's also not just new characters, just returning ones. So, yeah, Naryu's coming back. There you go. Maybe you heard of her. Yeah. And a personal favorite of mine, Sotha Sil, will be making an appearance. And for the rest, we'll just have to play and see. Yeah. Well, we also... I'm speechless here. We announced that we're going to be adding 2 new companions as well with the launch of Necrom. So for those that may not know, companions are essentially like adventuring buddies in ESO that you can kind of call upon when you need a hand in combat. You can summon them anytime. They fight alongside you, and you can also choose their gear, their abilities. They have a whole personality. There's a rapport system, so they're a super robust system. We have a few existing companions already, but the newest companions coming to Necrom are Sharp and Xander. So Tom, can you talk a little bit more about their personalities and where players are going to find them? Of course. So we wanted to do something a little bit different, keep things fresh compared to our previous companions. So Sharp and Xander are both a little bit more worldly. They're a little bit older. Sharp is our Argonian warden. He is a tough-as-nails bounty hunter. His life has been shaped by sort of the Telvanni Peninsula and all the hard jobs he's had to pull. Xander is our kind of crazy arcanist who's been in Apocrypha maybe just a little too long, but he's this bombastic and brilliant mage who needs help plumbing the depths of reality. Well, just like with the companion system, we are making updates to some other existing systems as well. So there's going to be a new patron deck coming to Tales of Tribute called Almalexia. And of course, there's going to be some new antiquities rewards that you'll be able to find in the Necrom zone. So we should talk about the last place that players are going to be able to explore, and it's that new region called Chroma Incognito. So Tom, what is this new zone in Apocrypha? Yeah, so it's a wholly original creation that we made for the Necrom release. We knew that we wanted to do 2 things with this new region, right? We wanted to kind of maintain the themes and stylings of Apocrypha, but also create like a really stark contrast, a vivid contrast to the bleak libraries that I think people all know when they think of Apocrypha. And vivid contrast ended up being quite literal. We had a lot of really weird ideas about where this could have gone, and we ended up all coalescing around like alien shimmering color. You know, we didn't want to do a monochromatic zone. You know, sometimes Oblivion Plains can be like, it makes sense in Cold Harbor. It's a hellscape. You know, it's oppressive by nature. But we didn't want Hermaeus Mora's realm to feel oppressive in that way, right? Like it's a physicalization of someone who's collecting all things collectible, as I said earlier, and why not put color into that, right? Why not give the eye places to go and colors to see? Yeah, and it also is where we kind of really play with the idea of what is a library without books, right? Like Hermaeus Mora is cataloging knowledge doesn't necessarily mean that he's literally only looking at things that are words on a page, right? So like, what is the Apocrypha version of microfiche, you know? I'm sorry, what? What is the Apocrypha version of microfiche? It's a small fish. It's a small fish, Gina. It's a small fish. Microfiche. It's like... Some really people small know fish. what she's talking It's about. like fiche, but micro. Fiche, but micro. Right. Скилл, который дает 20% бафа и сила оружия заклинаний, просто находясь на панели, сам будет генерить I'm sure there's somebody in Twitch chat that hasn't heard of this. Ну, сейчас я почитаю. Сейчас закончится Chroma это всё, я Incognito is kind of почитаю. like the deadly children's section of like the library or something. It's colorful walls and stuff like that, but it can kill you. Fair enough. Sounds about right for World of Tamriel, right? Well, I'm sure some of you are wondering, so I'm going to be the one to ask. What is the story behind the name? Well, it sounds cool, right? And really cool. Yeah, maybe Chroma is Greek, and maybe Incognito is Latin, and maybe it should properly be Incognita, but you know, it sounds cool, right? Well, a god who's studied all languages would pull from all languages. Yeah, Hermaeus Mora doesn't care if you're a classics major. Sure, right. Go with that.
Well, one of the things we briefly mentioned in January are these new world events that we're going to be adding in Necrom. Before we get into details, though, for maybe some folks watching on the stream that aren't familiar with what world events are, Finn, why don't you explain what makes these so special? Yeah, so world events are a chance in overland content for us to get some organic grouping together. So get players that are kind of exploring the zone to see a big, cool thing and then go meet up with their friends and kill it. So that's pretty much the gist of it. All right, well, let's talk more about these new world events that are in Necrom. They are called Bastion Nimic. Yeah, so Bastion Nimic is a fortress in Apocrypha. Nimics are, as we all know, of course, the true names of Daedra. If you know a Daedra's Nimic, you get control over them. This is where Hermaeus Mora just was like, hey, I should keep all my Nimics together in one place. And then some malevolent forces who are also at play in the main quest saw that and decided they wanted to steal those Nimics and try to amass that power for themselves. Hermaeus Mora's gaze is spread a little thin in the Necrom release, so he's put out an APB for players to help come to Bastion Nimic, drive out these invaders, and restore peace. And the rewards are great for those who can help them out. Yeah. We did something a little bit different for this. So if you guys remember the Oblivion portals, you went in and it was kind of a public dungeon type zone where everybody can kind of go into it. This is the first time for a world event that we're actually going to use 4-player instances. So you're going to be able to go out. It's also quest driven, so you'll get a daily quest, which will allow you to get the things you need in order to access this place. Then you can either go in solo or go in with friends, up to 4 players, and kind of explore this. It's almost like a dungeon. Они донжон сделали из него, типа как в открытом мире будут какие-то задания, типа собрать страницы группы, что-то такое. Because I love that kind of stuff. So while we're talking about group content, we should also discuss the new trial, which is... Типа местные коряшки, вот эти луркеры. So this is our content that's designed for 12 players. Yes. Yeah, we range in difficulty from normal to try hard. So for those players that want to go in there and experience a more casual kind of experience, they can go in there with 11 friends and tackle some of these challenges. And then if you really want to push the limits, you can go to veteran or even hard modes and really push for the top of the leaderboards and stuff. Well, the new trial is called Sanity's Edge. Finn, why don't you give everyone a little preview of what they can expect here? Yeah, so... Hype it up, Finn. Yeah, so Sanity's Edge is, most of the time when we do a trial, it's a physical location in the world. You go to a physical space. So for this one, it's a little bit different. Some mage has decided to study a Daedric artifact, and he didn't do it with the normal precautions. So he unleashed a malevolent creature into his mind, and now you are going to bring 11 of your friends into his mind in order to free him from the torment that he has. You're seeing some things on screen here that you may recognize some of the places you go, because you're basically exploring his dreams and his nightmares as you go through this. So you may see some familiar areas that from other parts of the game. You know, my psychiatrist recommended I have 12 Elder Scrolls players. It's catching steam. It's like that's the new diagnosis. Thank God my insurance covered it. Yeah. It's very rarely covered. Yeah, exactly. Well, we can't talk about the trial without talking about some of the rewards. So for those of you who complete all the trial achievements, and yes, that includes the no-death speedrun hard mode, you will earn yourself a brand new mount. This is the Dark Ram mount. Козел. So if you see players running around on this mount, you'll know they have completed some of the hardest content that we have in the game. They're the goat. Now, we actually have another mount that you'll be able to earn in the zone by completing several key achievements throughout Necrom. This is going to be a brand new Nixox. Your favorite! We like to call this one the Gina Bruno. The Gina Bruno. Special, right? Come on, Gina, it glows underneath. Look how cute that is. Come on, don't you want to ride that? I can't wait to see a whole bunch of those running around all over the place. Well, I want to give a huge thank you to Finn, to Tom, to CJ for giving us such a great preview of all the upcoming content. За трефекту жука или козла будут давать?
every time. I say it every day. Every day. So don't forget, this does release June 5th for PC and Mac and June 20th for consoles, and it's coming to PTS on Monday. Yeah. Блин, если бы козла давали за трефект. So we had a great time chatting with everyone today. It has been such a pleasure to be back in person in Las Vegas with everybody. This was It's so really great. fun time. So awesome. Thank you, guys. Thank you. Yeah. Now, before we wrap up, I do want to hand it over to my friends Jess and Amy, who are going to be sharing some more details about the quality of life updates coming to Update 38. Thanks, Gina. So we've heard a lot about Necrom today. We're going to shift gears a little bit and talk about some of the additional things happening now and coming to ESO with Update 38, the base game update that is free to all ESO players. Yeah, so coming with Update 38, we'll be introducing some new features to help you stay better organized. First, you'll be able to favorite some of the collectibles you've earned in-game. You can designate your favorite mounts from your collection, and anytime you summon up your mount, a random one from your favorites list will appear. Yeah. Furnishing bundles from the Crown Store will now also automatically be put into containers, taking up just one space in your inventory. I know, yeah. So you can take those items out and organize at your leisure. And get excited, anglers. Filleting fish just got a whole lot easier. Козлище-то с бутылечками с какими-то все дела. You will now be able to use any provisioning station to fillet all those stacks of fish with a single action. We'd also like to talk about a few things that are either happening now, just happened, or are soon to be upcoming. So first off, in our ongoing work to consolidate when daily and weekly timers reset in ESO, campaigns and monthly leaderboards for Cyrodiil and Tales of Tribute will reset on the 1st of the month at the daily reset time with the launch of Update 38. Also, sharing Hircine's gift for werewolf lycanthropy and Noxophilic sanguivora for vampirism will change from a 7-day timer or 7-day cooldown to be on the weekly reset with the launch of Update 38. Yeah, you either love her or you hate her, Stuga. Stuga will no longer relentlessly follow you with the launch of Update 38. She's now going to be stationary near certain taverns in Daggerfall, Davin's Watch, and Volkelgard. She will still try to flag you down, but she'll no longer chase you, and her greeting line will only play when you're within certain proximity of her. And then, as with all of our major updates, we'll have some new player houses available. The first is an in-room called Journeys and Lodgings. There's also a large house called Emissaries Enclave. And then saving the best for last, the Fair Winds. This is a player house that is something we've never done before, yes. It is a literal moving ship. So the islands and terrain do move in the distance, so it looks like the ship is moving through the water while you're on it. If you fall off, the current will sweep you away from the ship, so watch your step. And the view from the crow's nest is amazing, not to be missed. See if you can spot some ornogs playing in the waves in the distance. На базу, хочу. This is one player house you're not going to want to miss out on. It will come out sometime after the launch of Necrom, but you can check it out on the PTS along with the other two starting next week. And then we'd also like to tell you about a few other things, including Scribes of Fate launch, in case you missed it. It did launch last month. This came with 2 new dungeons, Belsinar and Scrivener's Hall. Complete with, I like this guy. Complete with new challenges and rewards and the start of the Shadow over Morrowind storyline. As Gina mentioned earlier in the stream, the Necrom Prologue questline did release today. This is free content available to all ESO players. When you complete the Necrom Prologue questline, you can get your very own ancient relic of Hermaeus Mora, the unstable emerald glyphic memento. Я думаю, сам корабль является домом. We also have several upcoming in-game events. So as many of you Это же know, не просто ESO моделька just вокруг turned 9. дома. Yeah. So log in and help
help us celebrate with some birthday fun during our anniversary Jubilee event, which is happening in-game now until April 18th. And during this event, you'll be able to unlock this year's unique tentacular Jubilee cake. Плавающий дом, камон. And starting next week, you'll be able to get an early look at Update 38 and the Necrom chapter on PTS, as we mentioned a little bit earlier, which goes live on April 17th. And then next month, we'll be kicking off our White Strakes Mayhem, our first one of the year. Офигенно. Yeah. Followed by our second Encore White Strakes Mayhem event in June. So be on the lookout for more details about that event and this year's rewards. We'd also like to share an update on our ongoing hardware refresh efforts. As many of you are aware, we've been hard at work refreshing all the hardware in our data centers to ensure our players can enjoy ESO for many years to come. We finished the PC North America server work last year, and PC European server work just completed last week. The community's feedback has been phenomenal so far. We will complete the PlayStation EU work next week, and then Xbox North America and PlayStation North America work will be completed in May, and the Xbox EU server work will be done later this year. So please see our posts on the official ESO forums for more information. Я думаю, да. From the lush Telvanni Peninsula to the endless library of Apocrypha, we've given you an inside look at what lies ahead with Necrom. The Elder Scrolls Online Necrom chapter arrives June 5th for PC and Mac, and June 20th for Xbox and PlayStation. If you pre-purchase the chapter, you'll receive the Sadrith Morris Spore Steed mount, and if you pre-purchase before April 18th, you'll also receive the matching Sadrith Morris Spore Pony Pet, so don't miss out on your last chance to receive both of those things. Our free play event is also happening now until April 17th, so if you're new to ESO, or if you have a friend who's also looking to start their journey in Tamriel, you can jump in game for free right now to get started. Our latest gifting promotion is also happening now until April 13th. When you gift 5 event tickets to other players in-game, you can get 4 Rage-bound Crown Crates by May 31st. We also have a number of sales going on now, of course we do, that you can take advantage of. They include the base game and High Isle chapter and crown packs. You can check our handy sales article on the official ESO site or your favorite platform store for details. Thank you so much to our host Gina, to Matt, Rich, and to all of our developers who shared their experience working on Necrom today. For everybody here with us in person today, stick around. We have a lot more in store for you. And for everybody watching at home from around the globe, thank you so much for joining us today. You can follow along on our official social channels for more coverage of the ESO celebration and all things Necrom. And until next time, we'll see you in Tamriel. Все, любой. Сейчас они будут футбол. Да плевать на футбол. Блин, вообще поебать. А сейчас они покажут... Сейчас, по идее, будет продолжение трансляции, где они покажут триал. Иран покупать? Значит, куплю. Сейчас триал, скорее всего, покажут. Потом я вам почитаю. Скиллы, что он там могет. Блин, деваху офигенно нарисовали, конечно. Очень круто. Сделали бы они игру, как их синематики, а? Ё-моё. Агент Смит, ты прикинь, а?
А это местный мистер Андерсон. Нео. 12 арканистов пошли за козлом. Блин, походу козел-то кайфовый. Ну, надо его посмотреть, конечно, но, по-моему, кайфовый. Очень хорошо. Блин, плавающий дом. Дайте. Корабль. Корабль. Корабель. Ну надо. Ну надо. Thanks for watching. Совсем все или все-таки будет сейчас продолжение? Кто мне скажет? Есть инфа? Так, давайте я тогда сейчас вам почитаю. Чуть-чуть посмотрим с вами, что к чему. Так, сейчас покрупнее сделаю. Вот так. Сейчас они все прям оф-оф или не оф-оф? В ящиках будет такой же козел. Посмотрим. А что, сегодня геймплейной составляющей не будет, что ли? Челы. Видимо, да. Ну ладно, тогда давайте я вам сейчас почитаю. Нет, это у них моргает, все, поэтому не обращайте внимания. Это все у молодых. Так. Итак, сейчас. Вот так. Сейчас сделаю, чтобы... Значит, у нас недавно появилась возможность познакомиться с классом арканиста, поиграть, включая навыки, кстати, пассивка, которая предложена морфы. Предварительная сборка Некром, которую мы увидели, была довольно старой, поэтому возможно, что пара этих навыков изменится, когда мы доберемся до ПТС 17 апреля. Вы должны быть в состоянии получить очень хорошее представление о том, как класс арканиста будет выглядеть и играть из этой статьи. Надеюсь, так, вот у нас один из скиллов. Блин, классно. Хорошо. Так, ветки навыков арканистов, включая не морфированные версии навыков и пассивы. Спасибо за подписку, здравствуйте. Итак, первая ветка умений арканиста называется Геральт. Что-то там про Геральда. Том Геральда, хз. Значит, том Геральда сосредоточен на нанесении урона врагам, поэтому игроки ДПС, которые решат играть за чародея, скорее всего, очень скоро с ним познакомятся. Значит, ультимейт призывает отпрыска Хермеуса Моры. Потомок бросает луч, который наносит врагу магический урон. Вы можете снова активировать навык, чтобы перенацелить луч. То есть ульта действует, скажем, несколько секунд, как я понимаю, ну, секунд 10. И я в течение этого времени, то есть как штандарт этого ДКшки, который можно перемещать, здесь примерно такая же тема, судя по всему. Вот. Магический урон, ну, наверное, периодика. Рунические клинки. Запустите 3 снаряда во врага. Использование умения генерирует 1 крукс. Умение наносит на некоторый процент
больше урона за каждый ваш крукс. То есть, чем больше мы хреначим, тем сильнее способность, генерируются круксы вот эти вот. Окей. Далее. Направьте луч, чтобы нанести урон врагу. Поглощает весь ваш ключ. Я так понимаю, крукс вот этот, наверное, поглощает все заряды крукса и увеличивает урон навыка на процент в зависимости от израсходованного вами вот этого крукса, судя по всему. Да. Да, все правильно. Ага. Так. Едем дальше. Abyssal Impact. Ну, не важно, как они называются. Наполните свою руку магией щупалец, нанесите удар, нанося магический урон противнику и оглушая его. Угу, стан, хорошо. Враг также получает дебаф, из-за чего получает на процент больше урона от атак. Пипец вообще, слушай. То есть дополнительный вопрос. Это старые дебафы на, ну, типа там, какие дебафы-то? То есть тут вот указано бафчики, а дебафчики не указаны. Типа это какие? Уже нам известные дебафчики на входящий урон или нет? Или это уникальные на проценты? Ну, это, слушай, это сильно, это хорошо. Вдохновение. Так, носителю фолианта. Каждые 5 секунд способности вашего класса будут наносить дополнительный урон и генерировать крукс, если у вас его нет. Находясь на панели, вы получаете, просто находясь на панели, вы получаете 20% к силе оружия заклинаний и оружия. 20% к силе оружия заклинаний, господи. Дебаф будет новый, но дебаф как у НБ, только для самого арканиста. Угу. Ну, слушай, неплохо. Несовершенное кольцо. Поместите АОЕ дот под врага. Союзники могут активировать синергию, чтобы нанести дополнительный урон. Угу. Угу. Значит, периодика перемещаемая. Дотка под врага. Видимо, там радиус метров 5, может быть 8. Под врага мы кидаем. Она тикает. Как ульта у Пларыча, это какая? Ульта у Пларыча вторая, которую мы кидаем, оно, забыл, супернова, короче. Дополнительный урон от синергии. Хорошо. Так, линия умений также содержит следующие пассивные умения. Вы наносите на определенный процент больше критического урона и критического исцеления, когда получаете или тратите стаки круксов. Так, дополнительный критический урон и критическое исцеление, когда получаем или тратим эти самые круксы накопленные. Хорошо. Увеличение урона от оружия и заклинаний при восстановлении магии или выносливости. Что? Увеличение урона от оружия при восстановлении. Имеется в виду, чем больше у тебя восстановление магии и выносливости у тебя... Или когда идет прямая заливка. Или скалируется от количества восстановления, когда реген идет. Типа, я напяливаю Роксу, 300-статный реген, Рокса, увеличение сил оружия заклинаний. А кап есть вообще у этого дерьма? Ну... Окей, хорошо. Бля, уже нравится, уже интересно, хорошо. Ваши статусные эффекты наносят на дополнительный процент больше урона. Етить. Подожди, статусные эффекты. Какие у нас кровотечение, горение? Яды у нас, по-моему, тоже, да? Яды тоже наносят же... Яды это тоже у нас статусный эффект. Что у нас в статусном эффекте? Что у нас не наносит урона у статусного эффекта? Похищение магии,
малая хрупкость, вот это вот, малая уязвимость. Это ж пипец. Психическое повреждение. Сука, это психическое повреждение у меня сейчас будет. Ваши статусные эффекты наносят дополнительный урон. Яды тоже, да, яды. То есть горение, яды, кровотечение. Добрый вечер. Отравление, да. Хорошо. Слушай, нравится. Прям нравится. Блин, хорошая ДДшная ветка. Вы получаете проникновение, ты понял? В атаку за каждый слот навыка. До пробивоныч просто за пассивный пробив дополнительно. Ух ты. За каждый скилл. Это тоже хорошо. Просто скилл на панели, и у тебя там, я не знаю, ну типа 300, 600, допустим, пробивочи есть. В рандоме самое то. До пробивон просто за скилл. Окей. Слушай, неплохо, в принципе, но мы это все еще обязательно с вами посмотрим, может быть, будут какие-то изменения. Вестник фолианта. Блин, красивая хрень. Так, хорошо. Вторая, арканист-солдат. Вторая ветка навыков. В первую очередь сосредоточены на танковании, уменьшении урона, усилении себя и союзников и ослаблении врагов. Мы узнали, что от Зенимак, что они пытались сделать арканиста способным танковать на высоком уровне. Спасибо за подписку, здравствуйте. 72 человека, что? Вау. Меня что, рейданули, что ли? Я не понял. Здравствуйте. Значит, способным танковать на высоком уровне без необходимости использовать навыки из других веток умений. Например, без необходимости получать таунт, да? Агр. Без необходимости получать агр от одноручки и щита или минор бритл из дистра... Что? Поехали. Бессвязный щит ультимейт. Призывает защитные щупальца, которые поглощают процент входящего урона. Процент входящего урона вплоть до предела. Затем поглощенный урон отражается всем врагам в радиусе 5 метров в течение 10 секунд. Что? Я уже вижу это дерьмо в PvP, в своем танк-билде, когда меня ебошит человек 20, я накапливаю вот эту срань и выдаю им в радиусе 5 метров в течение 10 секунд. Хорошо. Танк ДД, хорошо. Рунический толчок. Спровоцируйте врага и нанесите ему минор майм. Это что? Я тупой, ребят. Это малое что? Я забыл. Кто помнит? Кто помнит, уважаемый, что вот это такое? А то у меня что-то... это повреждение малое. Все, я понял. Малое повреждение. Это малое повреждение, 5%. Хорошо. Ну, хотя таунт и малое повреждение... Зачем? Ну, не знаю. Так. Далее. Дает щит от повреждений. Runspite Ward. Дает щит от повреждений, который наносит урон врагам, атакующим вас. Расходует круксы, чтобы увеличить прочность щита на проценты. Опять-таки. Все на процентах. Пипец. То есть у него не плоские значения какие-то, а все на процентах завязано. Да, и еще, да, и это все без морфов, это какие-то такие... Щит от повреждений, который наносит урон врагам. Хорошо. Так, далее. Еще броня. Дает вам майор Resolve, блять, я опять забыл. Враги, атакующие вас, получают минор брич. Ёлки, это что? Еще раз. Это...
Я забыл, что это. А, броня на 6 косарей. Значит, еще раз. Дает вам броню на 6 косарей, хорошо. Великую броню на 6 косарей. Враги, атакующие вас, получают... А, они получают, пока они меня атакуют, они получают 3000. 3000 к пробивону. У Плара есть щит с уродом, часто юзаешь? Нет. Нет. А тут, блин, буду, походу. То есть, значит, еще раз, где? Мы получаем защиту на 6 косарей. Кто нас атакует, получает пробив на 3 косаря. В радиусе или нет? Или это без радиуса? Пипец. Просто в скилле. Пробив на 3 косаря. Это как Челбаса видел танков, которые носят этого... натиск дракона, или как он там называется. Прорыв дракона, я забыл. Вот эта вот херня-то из Марселока, что ли? Или откуда это говно-то? Там в радиусе 5 метров, что ли, все противники получают вот этот вот минор бридж. То есть тебе дает бронь, а противники получают пробив, который тебя атакуют. Но опять же, это без морфов, но больше ничего. Как-то, знаешь, ну типа 2 эффекта слабовато, наверное. Вон у Пларыча там, да, та же самая байда. И броня, и залив ресурса. Плюс пассивочки там дополнительно работают. То есть там у нас получается 5 эффектов в одном. Хорошо, в понедельник посмотрим. В понедельник посмотрим. Руническая защита дает слабую защиту. Дает 3000 к броне. Так, 3000 броне. А союзникам дает 6. Вот так. Когда вы активны, вы автоматически лечитесь, когда у вас мало здоровья. Что? Ну, это плащик Вардона, добрый вечер. Тебе он дает 3, союзникам дает 6000 защиты. То, о чем я ныл. Спасибо большое, спасибо. Когда вы активны, ну-ка. Ой, блядь, что я сделал? Сейчас, извините. Где перевести-то? На английский хотел. Ладно, хрен с ним. Слабая защита 5% урона. Думаешь? Это минор протекшн. Все, простите, 5% к снижению урона навешивает. Обалдеть. Понял. Так, едем дальше. Ну, это хорошо. Малая защита, малая. Ну, тупанул я. То есть, дает малую защиту тебе, союзникам 6000 к защите. Когда вы активны, вы автоматически лечитесь, когда у вас мало здоровья. Вот что вот это значит? Что вот это такое? Когда вы активны, вы автоматически лечитесь, когда у вас мало здоровья. Ну, окей. Чего? Минор. Фу, блядь, минор. Все, простите. Ну, я уже заебался. Так, руна сверхъестественного ужаса. Вы боитесь ближайших врагов и накладываете на них малую уязвимость. Вы боитесь. Малая уязвимость. Этого нельзя избежать. Ну, типа, допустим, в радиусе 5 метров накидываем страх и накладываем малую уязвимость. Это нельзя, типа, ни заблочить, ни задоджить. Допустим.
Связки с плащом Вардона это 9к всей тиме, это сильно. Да, наверное, сильно. Так, линия навыков. Солдат Апокриф со следующей... Так, следующее пассивное умение. Ваша броня увеличивается, пока на вас действует способность. Так. То есть показатели брони здесь у нас будут увеличены, пока на нас что-то действует. То есть это будет хорошо как и на хила, вероятнее всего. Я думаю, это будет работать. Какая-нибудь руническая защита, вот это наверняка будет на хилах. Вероятнее всего будет на хилах. Все, наверное. Что вообще здесь можно на хиле, допустим? Щит. Ну, это нет, это чисто танковая ветка. Чисто танковая ветка. Но на хиле, скорее всего, руническая защита будет играть, потому что дополнительная защита, почему нет? Плюс на тиммейтов можно накладывать. Особенно сейчас у нас этих челбасов, которые в кольцах бегают. У них же там 6 встроенная. Дополнительная 3. Окей. И 3, и еще 5% дополнительно будет. Черт, и когда хпхи мало, автоматически лечитесь. Ну, блин. Хорошо. Да, почему нет? Хорошо. Опять же, взять какой-нибудь там рок, суперламутр. В тот же билд мой, неубиваемый на хиле. Это ж вообще будет пипец. Сейчас будем смотреть. Сейчас дойдем до ветки хила. Так, родник бездны. Вы увеличиваете восстановление здоровья, выносливости и магии за каждую способность. Пипец вообще тоже хорошо. Реген, восстановление здоровья, выносливость и магии. То есть еще одна 300-очка за каждую способность солдата Апокриф. Ну, то есть это хорошо. Это хорошо. Подожди, не спойлери. Сейчас дойдем до этого. Слушай, хорошо. Вы и ваша группа получаете, когда используете навык Арканиста. Так, это что я забыл? Уклонение малое. Малое уклонение на 10%. Ну, не знаю. Получаете 10% от атак по площади. Вы и ваша группа. Но, с другой стороны, это не говносет из 5 кусков, которые есть у танка, если вы вспомните. Это просто пассивка. А у нас есть сет, который в радиусе 12 метров накладывает, когда танк стоит в блоке. Это, в принципе, не так, наверное, важно, но как пассивка, просто когда мы используем навык Арканиста, с другой стороны, если будет какая-то спам-хрень, вы и ваша группа получаете. А на сколько секунд это? На сколько-то секунд или как это работает? При спаме мы это просто будем получать на 1 секунду. Хз. Но, во всяком случае, да, пока никакие бафы не пересекаются ни с чем, это очень хорошо. Это прям отлично. Когда употребляете круксы, вы получаете ульту. Еба! Эффект может срабатывать каждые 8 секунд. То есть я накопил 40 круксов, допустим, бахнул себе ульты. Каждые 8 секунд. Слушай, набор ульты. Пассивочки. Хорошо. Малые эффекты у классов в секунд будут 20, как у Плара, ДК и так далее. А, точно, это же из этого разряда, да, по 20 секунд. Ну, слушай, на фулл пачку 20... На фулл пачку на 20 секунд 10% защиты от АОЕ атак? Черт возьми. Просто в пассивке доп. Защита. Блин. Просто когда я юзаю какую-нибудь байду на 2... Ну, нет, это хорошо. Вот 5 кусков на танк, вот этот говносет, это херня. А вот это прям хорошо. Просто в пассивке. 10% защиты от АОЕ. Урона? Блин, хорошо. Очень хорошо. Так, лечебные руны. 3-я ветка навыков. Поехали. Хилерская. Лечебные рунические формы сосредоточены на лечении и усилении себя и своих союзников. Целители-чародеи, вероятно, будут довольно часто использовать эту ветку умений, и здесь определенно есть некоторые способности, которые звучат так, как будто они могут встряхнуть мету для организованных групп как в ПВЕ, так и в ПВП.
Чекаем. Так, глифик, ультимейт. Вызывает символ, который можно исцелить как вам, так и вашим союзникам. Символ начинается с процента от максимального запаса здоровья. Глиф пульсирует, исцеляя и нанося урон оружием и заклинаниями союзникам. Причем значение масштабируется в зависимости от здоровья глифа. Что? Какой классный перевод, ё-моё. Перевод просто лючий. Значит, появляется байдовина, которая исцеляет вас и ваших союзников. Так? Сила, как я понимаю, исцеления скалируется от процентов, то есть от максимального запаса здоровья. Процент исцеления от максимального запаса здоровья. То есть эта байда, возможно, не только на хиле, но и на танке будет играть. Ну и в PvP, естественно. Или что? Он имеет свой ХП от твоего ХП и живет на поле. Это типа... Надо символ хилить надо, что? Ульта скалируется от твоего максимального ХП. Да вот как бы и непонятно. Глиф пульсирует, так? Исцеляя и нанося урон оружием и заклинаниями. Хуярит твоих союзников, что? Причем значение масштабируется в зависимости от здоровья глифа. Исцеляет. То есть это ауеха, которая исцеляет твоих тиммейтов, но внутри этой ауехи хреначит твоих противников. Я правильно понимаю? То есть пока ты в ней, это, пларовский, то есть это, грубо говоря, пларовский ритуал 2 в 1. У Пларыча один морф исцеляет, второй морф наносит урон. А это типа 2 в 1. А это 2 в 1 получается. И ульта. Исцеляет тебя, твоих союзников. Урон скалируется от запаса здоровья. Очень странно, конечно, с учетом того, что это... давай так. Но это больше на танка, понимаешь? Потому что если от запаса здоровья, а нахера хилу эта штука? Все, метовые хилы 50к здоровья, я правильно понимаю? Хилит дает ВПД и СПД. Наверное, перевод говёный. Хилит дает ВПД и СПД, если хилишь символ, то увеличивается сила эффекта. Это типа мы призываем моба, которого надо хилить. Увеличивает силу эффекта. Что? Типа у меня 30к хп. Я призываю байдовину, у которой есть 30к хп, как у моба. Вы призываете... Так. Глиф спавнится с процентом здоровья. Так. Увеличивает spell и weapon damage, да. Еще один дурачок, которого надо оверхилить, который от ваншотки умирать будет. Перевод говно. Слушай, то есть это типа сумончик, который у нас будет жить. Которого надо хилить, который будет бафать и хилить. Китить, колотить. Но опять же, это все в области, понимаешь? Это область действия, это, наверное, метров 12, наверное. Помнишь симфонии клинков босс, там тянку нужно хилить? Да, я помню. То есть будет такая же история. Слушай, звучит вроде бы интересно, вроде бы прикольно. Смотри, и хилит, и бафает, но... Это ульта от процента здоровья, радиус с привязкой к местности. С привязкой к местности. Будут ли твои тиммейты? Но с другой стороны... Слушай, хер знает, надо...
Символ может сдохнуть. Может быть, у него здоровье уменьшается постепенно? Может быть, у него постепенно уменьшается здоровье? Короче, опять же, это без морфов. Это без морфов, поэтому пока толком непонятно. Мы в понедельник все это обязательно, посмотрим. Едем дальше. Уреническое восстановление. Целевая исцеляющая способность, которую можно использовать на себе или союзниках. Понял. Понял. Ну, короче, типа дыхание жизни. Наверное. Как у Пларыча, по типу дыхания жизни. Цель. То есть это не периодика, это не лучи, хилит тебя или союзников. То есть, возможно, это что-то типа дыхания жизни, как у Пларыча. В цель. Хилка в цель. Надеюсь, не поддерживаемая способность. Очень надеюсь. Луч. Вызывает исцеляющий луч, нацеленный на союзника. Сука, то есть это держать надо. Вот об этом я и говорил. Вот об этом, если я правильно понимаю, это хреновина, которую нужно поддерживать, как у псиджиков. Поглощает круксы, чтобы также дать цели регенерацию магии и выносливости. Была бы заливка, было бы хорошо. Хотя, если это лучи, как лучи этой, из рестопалки, которые еще и регенят ресурсы. Понимаешь, здесь регенерация, здесь не заливка. Если заливка, залив танка. В морфикста хилить не нужно. Нужно дамажить символ. Кидать в АОЕ группы там. Пипец, что за... Это очень странно. Если это поддерживающая хренотня, как у псиджиков, наверное, фигово. Потому что, видишь, нацеленный на союзника. Я очень надеюсь, что будет морф, который может много целей цеплять, потому что поддерживать только одного, это в каких случаях? Заливать танк, когда он умирает? Не знаю, будем смотреть. Но, опять-таки, если это луч, который хилит раз в секунду при поддержании, с заливкой ресурса, не увеличением именно восстановления магии и запаса сил, а именно заливкой ресов на танке, это, наверное, может быть полезно на каких-нибудь боссах, которые очень херачат танка. В зале книжников, например. Ну, короче, смотреть надо, ладно. Так, далее. Щиты наложите на себя или союзников щит от повреждений. При этом приоритет отдается целям с низким уровнем здоровья. Окей. Наверное, в морфах будут бафы какие-нибудь. Будут какие-нибудь бафы. На себя или союзников. Окей, хорошо. Создает наземное АОЕ, которое дает... Что? Вам и союзникам, находящимся в... 215 к силе оружия и заклинаний дает. Ускорение 15%, да? Или что, малый интеллект... Это реген всех ресов? Пипец. Нет. Интеллект и выносливость, вот они, восстановление. Стамины, а вот это стойкость. Стойкость это что? Это все, это здоровье, что ли? Подожди. Бля. Пларыч сосет, ребята. То есть ауеха на некоторое количество времени дает восстановление здоровья, магии и выносливости. Плюс 15% вам и вашим тиммейтам в радиусе действия. И еще баф на 215 к силе оружия и заклинаний.
А радиус действия какой? Бля, и это без морфов. Чисто елка плюс пларовский реген. Единственный нюанс, да, это ауеха. Пипец. У Плара, да, у Плара 28 метров, у Плара нет привязки. У Плара сразу идет привязка к тиммейтам. А морфы-то какие еще тут должны быть, извините. Что там еще дает? А морфы дают еще все бафы кольца, блин. Форнитюд это ХП, понял. Пипец, слушай, но это все равно хорошо. Несмотря на... Если это радиусом метров 12, это все равно хорошо. Челбасы будут стоять внутри. Эффекты. А я все равно не понимаю. Морфы. Можно перевод какой-то? Я все равно не шарю. Сейчас. Перевести на русский. Так, эффект сохраняются на... эффекты сохраняются на определенное количество секунд после выхода из области. Теперь это также исцеляет вас и ваших союзников на процент здоровья в течение секунд. То есть, либо еще и хилка, либо еще эти эффекты сохраняются после того, как ты... То есть, бафнул, и эффекты сохраняются на некоторое количество времени после того, как вышли из ауехи. Либо хилит. Офигеть. Хорошо. Слушай, это прям хорошо. Прям отлично, я бы даже сказал. И бафы, и реген ресов, и либо сохранение бафов, либо еще доп-хилка. Пларовская аура сосет. Кинул под ноги это говно, все. Челам достаточно обновиться, просто зайдя обратно. Это, черт возьми, очень хорошо. Мне нравится. Ну, не, блин, мне нравится. Елка выпадает из мета окончательно. Все, нахуй елку, потому что, ну, хилы будут бегать вот с этим говном. Потому что это великолепно. Баф от елки, баф регена ресурсов, плюс хилка в пол, как у Пларыча. То есть то, что у Пларыча, грубо говоря, 2 скилла, здесь 1, плюс хил, либо поддержание эффектов. Надо будет посмотреть, какой эффективнее, какой нужнее. Может быть, там хилка раз в секунду, прикинь? 5000 раз в секунду выхиливает, предположим. Что за сет дает АОЕ, баф, группа, ВПД, СПД триальный? Йол на крин дает. Этот, как его? Перламутровый оберег дает. Аларима, да, Аларима так работает. Ну, там на 20 секунд, но там кружочек маленький. Вопрос здесь какой кружочек? А у Еха сколько метров? Вопрос. 5, 8, 12. Это имеет разницу, потому что если 5 метров... Аларима, кстати, еще, да, еще Аларима на 430 бафает, я забыл, тоже реально. Потому что если 5 метров, то какой смысл от этой хилки, даже если она ежесекундная? Кто внутри нее стоять будет? Никто. А вот сохранить эффект всего вот этого добра с пробафом, черт возьми. Просто от скилла, прикинь, теперь, боже мой, бля, я уже вижу этого хила в СПК на 430. Господи, в пашечке на 307. Еще вот с этой херней на 215. Еще наплечник на 260. Боже мой. Ой, пиздец вообще. И еще защиту он там от танковой ветки дает. Окей, вызывает... Давай дальше, поехали. А то я сейчас слюнями тут
истекаю моментально, максимально. Так. Вызывает ворота в указанном месте и телепортирует вас к ним. Ага. Вы можете вернуться к воротам, чтобы телепортироваться обратно в исходное место. Понятно. Телепорт. Киллерской ветки. Телепорт. Думаю. Я не знаю. Это надо будет, видимо, тестировать, потому что, опять-таки, морфы неизвестно какие. Что с этим делать? Как обузить что-то или какие дополнительные приколы это дает, чтобы что? Вызывает ворота в указанном месте, телепортирует. Вы можете вернуться к воротам, чтобы телепортироваться обратно. От босса бегать? Ну, типа, допустим, у нас есть зал книжников, предположим. Зал книжников, где у нас есть эти морозные ловушки. Поставить телепорты там, где есть эти морозные ловушки, чтобы просто сразу к ним тэпаться моментально, не получая непредвиденного урона от босса. Не знаю пока. Надо тестить, потому что, ну, выглядит... Плюс, опять-таки, это без морфов. А чё морфы будут дают? Загуглил, АОЕ большая, как наплечник, может быть. Ну, как наплечник, значит, это 12 метров, тогда это заебись вообще. Ребят, в понедельник, 17 числа, будет доступен ПТС. Вероятнее всего, его запустят в районе 10 или 11 вечера по Москве. Как обычно. Если запустят раньше, блин, слава ЗОСам. Но, вероятнее всего, в 10-11 по Москве его запустят. Все с вами почитаем, все посмотрим. Сначала всего этого арканиста оближем его сверху донизу. А потом уже будем смотреть шматье. Что там будет в мете, что-то поменяется, не поменяется. Но пока это выглядит все очень хорошо. Офигительные бафы, хорошие. Причем такие, которые ни с чем, считай, не перекликаются. Ну, за исключением, вот, наверное, вот этой вот байдовины. Хилы все равно и танки, наверное, будут играть вот эту штуковину. Но кольцо-то никуда не делось. Мифики? Мифики что, уже залили? Мифики? Сейчас почитаю тогда еще и мифики, ё-моё. Вот. Это очень хорошо. Ёлка нахер. Все будут играть через перламутр, вероятнее всего, еще что-нибудь. Но вот с кольцом что-то надо делать. Может быть, из кольца, кстати, минор кураж вот этот вот сраный. Из кольца уберут. Ну, я просто прикидываю. Потому что дурики в однопанельном кольце все равно будут. Но... Типа на них вот это вот работать не будет. Потому что у них и пятнашка есть, и минор этот есть. Но, короче, все равно для танка и для хила это хорошо. Вот. А с порталами надо будет подумать. В ветрифе надо подумать. Я, если честно, пока не знаю, не вижу применения этой штуки, но опыта просто никакого нет. И плюс интересно узнать, какие морфы у этой байдовины. Что там морфы могут давать. Хорошо, давайте посмотрим пассивки теперь. Итак, исцеляющие приливы. За каждый активный крест, это крукс, наверное, да, крукс, вы получаете на процент больше исцеления. Еба. Это, то есть, чем больше круксов, тем больше процент исцеления. Ну, смотри. То есть, то, что у Пларыча, грубо говоря, 8% есть просто от применения скилла, 8% на исходящий. Здесь мы этот исходящий процент будем набивать за счет круксов. У Вардона за количество скиллов в определенной ветке, выставленной на панели. Вопрос, сколько этих самых круксов мы сможем с вами набирать. Можно ли получить адекватное большое количество этих круксов, не тратя их, получается, да, чтобы поиметь больший процент исцеления. Интересно. Есть ли смысл сдавать эти круксы там ради каких-то способностей? Или есть смысл их держать для увеличения других? Хз. Далее восстановление. Так, тут уже не процент, здесь уже прямое. Восстанавливает магии или выносливости. При создании крукса. То есть, когда у нас появляются круксы, вот эти вот, когда мы их накапливаем, мы восстанавливаем магию или стамину. Офигеть. Тоже хорошо.
И при этом нет КД. При этом нет КД. То есть мы юзаем какие-то скиллы и получаем круксы. То есть спамим каким-нибудь говном, получаем эти самые круксы. И восстанавливаем магию или выносливость. Угу. Увеличивает регенерацию магии и выносливости на %. Ё-моё. Боже мой. Вау. Офигеть. В процентах. Рокса. 300-очка. Бля. Господи, какую расу взять тогда под него, а? Пипец, просто в пассивке дополнительно магия и выносливость в процентах увеличиваются. Реген увеличивается. Плюс банка, плюс вот это 15%, плюс банка, плюс 90% от звезды, плюс 150% от другой звезды. Ой, 150 единиц от звезды, 90 единиц от другой звезды. Рокса, 300-ка. Пипец, плюс там еще что-то было на залив, да, или что там, что-то там еще было. Бретон или Данмер, вот именно. Ну, у Бретона только, понимаешь, у Бретона у него только магия там, плюс 130. А у Данмера что, я забыл? У Данмера не реген, у Данмера показатель маны и... или подожди, у Данмера что там? У Данмера плюс сила оружия заклинаний, плюс магия, плюс стамина, плюс защита от огня, да? Все. Аналоги есть у Плара, но тут-то в процентах. Тут-то, понимаешь, в процентах. Или, ой, подожди, или про что ты там? Я дамажить еще хотел? Да, но дамаг там вообще заебись, все хорошо. Там все отлично, дамаг. Надо, походу, делать Данмера, реально, будет тематически правильно все-таки. Так, замысловатые рунические формы. Ваши защитные щиты на % сильнее, а их использование стоит на % меньше. Ваши, в смысле, классовые? Ну, то есть, из твоих веток? Или любые щиты? Ну, типа, барьер будет сильнее ульта, барьер будет сильнее и будет дешевле? Или имеется в виду что? Вопрос, на что вот это распространяется штука? Ваши защитные щиты. На % сильнее? То есть это классовые? Или вообще все щиты, которые мы на себя накидываем? Ну ты прикинь, барьер сделать сильнее и дешевле. Опять-таки, на %. Ваши. Я понимаю ваши, но... Ну тогда, то есть, класс. Ну было бы написано, что классовые, понимаешь, классовые защитные щиты. Хотя, просто смотри, у нас из классовых щитов вообще-то только один. Вот, только один щит, если говорить о классовом. Понимаешь? Один щит классовый. И типа, ну и какой смысл? Поэтому есть предположение, что все щиты, которые мы используем, сильнее. Ебать, это что хочешь мне сказать? Клеймы империи тоже будут под это подходить или нет? Я понимаю, из ветки исцеления и тому подобное. То, что я запускаю. Клеймы империи будут работать? Мы можем клеймы империи разогнать? Я понимаю, это не скилл. Но это же щит, который мы накладываем, правильно? Мой под звездой же клейма империи, под бастионом сильнее. Процент этого говна навешивается. Ой, бля, тестить все это буду хорошо. Чего у нас там есть еще кайфового такого? Ну, блин. Барьерыч. 1050. Стоимость барьера вместо 250 ульты. Ну, не знаю. На %. На сколько? 200 ульты. Барьер. Еще и сильнее. Ой, хорошо.
Блин, в понедельник все надо будет смотреть. Мне нравится, мне нравится. Прикинь, клеймы империи по 20 или 30 тысяч будут работать, а? Прикинь? Короче, интересно. Короче, слушайте, мне нравится. Арканист. Сейчас мифики еще смотреть будем. А где мифики новые? Хочу посмотреть. Есть информация, где посмотреть новые мифики? На этом же сайте или на другом? Давай подытожим. Ну, чисто вкратце. Вот в 2 словах подытожим, не знаю. Как ДПСер приятно. Дополнительная механика, интересно. Дополнительные проценты к урону. Все замечательно. Бафы на 20% просто пока на панели находятся. Все супер. Увеличение урона от статусных эффектов на проценты. Увеличение урона. Вообще супер. Доп. Пробив, опять же, в рандоме. Отличная тема. Критический урон и критическое исцеление увеличено. А у нас здесь еще есть пассивочка на просто увеличение исцеления. Супер. ДДшная ветка хороша. И бафы. Защитная ветка танковая. Вообще супер. В пассивках. Защита от АОЕ. Защита в 5% дает. Защиту дает тиммейтам в 3 косаря дополнительно. Судя по всему, массово. Еще и исцеляет. Хер знает. Короче, очень неплохо. Хиллерская ветка тоже хороша. Тоже есть свои какие-то приколямбы. Вот это вот интересно посмотреть, что за ульта такая. Что за ульта чудная, непонятно вообще, что она из себя представляет, как работает, интересно. Хилки вроде как и у Пларыча вот мощные есть. Немного смущает меня хилка луч поглощающий, но вроде бы с заливкой ресурса. Довольно интересно под танка отдельно фокусить его. Любопытно попробовать, что это. Хреновина ауешная с туевой хучей бафов. Супер. Щиты опять-таки дополнительно. Короче, есть что-то интересное у товарища, и мне пока нравится. Надо ковырять, надо смотреть, надо более подробно это все со всеми морфами прикидывать, куда это ПВЕ, ПВП, какие можно приблизительно. Мифики перевели как мифические существа. Это вот это, да? Или что? Да. Да? Мифики. 4 мифика, кстати говоря. Давайте посмотрим. Так, 4 мифика. Мифик 1. Если кроме вас есть более одного живого члена группы, бля, вы только не говори мне, ваше окончательное поколение отключается. Что? Living Group Ultimate Generation. Что? Малый героизм. Еще раз, значит, между всеми членами группы, если все живы, что, простите? Еще раз. Почему перевод такой ебанутый? Если... я не могу накапливать ульту. Что? Не-не-не-не-не-не-не, смотри. Когда есть живые члены группы,
ваша регенерация ульты отключается. И вместо ваша регенерация ульты делится между всеми. А как? А вы получаете. То есть я получаю малый героизм в этом мифике. Весь мой набор ульты, я не набираю ульту, но весь мой набор ульты улетает моим тиммейтам. Сам сайт переключи на русский. А у меня... Чё он? Простите. Жить. Не понял. Блять. А я сижу, мучаюсь. Значит, если кроме тебя есть более одного живого члена группы, твоя конечная генерация, и вместо этого твоя конечная генерация делится между всеми членами, вы также получаете. Значит, смотри. То есть, как это работает, как я предполагаю, как это работает. Когда я получаю малый героизм, да, если у меня в группе есть челы, живые, у меня не регенится ульта, но регенится остальным. Я получаю малый героизм. Как я понимаю, если я прожимаю, допустим, вампирскую сосню на реген ульты, этот реген ульты получают все мои тиммейты. Понимаешь, о чем я? Я правильно же понимаю, да? Я юзаю вампирскую вот эту хрень на реген 5 очков ульты в секунду, и это мои тиммейты получают. Если у меня сет дополнительно, этот, который дает великий героизм, если у меня есть сет великий героизм, я бью баш, мои тиммейты тоже получают великий героизм, я не получаю от великого героизма 3 очка ульты, и эти 3 очка ульты, которые должен давать великий героизм, он дополнительно улетает всем моим тиммейтам. Так что ли? Ничего юзать не нужно, тупо накопленные очки делятся, как только кто-то отъехал. Типа, то есть у меня 500 ульты, кто-то умирает, и эти 500 ульты мои Бля, непонятно. Пока есть кто-то жив, очки делятся. Мы все неправы? Мы все неправы. Ты набираешь ульту, потом при ее активации ты очки ульты раздаешь тиммейтам. То есть 500 ульты я делю на троих. Типа, ты об этом? То есть я набрал 500 ульты, сдаю какой-нибудь рог, предположим, и эти 500 ульты делятся на троих, то есть не на меня. Допустим, и в донжоне. 500 ульты разлетаются на 3 тиммейтов поровну. Тут вот непонятно. Если кроме тебя есть более одного живого члена группы, я так понимаю, что мое восстановление ульты не работает. На меня действует малый героизм, но этот малый героизм тикает не на меня, он тикает моим тиммейтам. То есть я не могу использовать ульту, как мне кажется. У меня отключается, если у меня в тиме есть хоть кто-то живой, у меня ульта отключается. Я не могу ее накопить, не сдать ничего. Но любой набор ульты, который я мог бы набирать, он автоматически идет моим тиммейтам. Малый героизм дается в бою. Я в курсе. Малый героизм дается в бою. Но мне очко каждые 1,5 секунды не тикает. А каждые 1,5 секунды тикает всем моим тиммейтам. Как я думаю. Надо тестить. Слушай, надо тестить. Я даже не знаю. Не тикает.
Ты можешь юзать ульту, пока все живы. Ульту свою даешь Тиме. Очки. Слушай, давайте в понедельник посмотрим, а? Непонятно. Хорошо. Второй мифик. Когда у тебя больше определенного процента выносливости, ты получаешь эффект фальшивый блок. Во время боя, который дает процент к снижению урона, при этом заставляя тебя терять выносливость всякий раз, когда ты получаешь урон. На данном этапе мы не знаем, как это будет взаимодействовать с уменьшением стоимости блока или скоростью передвижения. Когда у тебя больше определенного процента выносливости, допустим, 70, ты получаешь эффект фальшивый блок. Во время боя, который дает определенный процент к снижению урона. То есть не в блоке мы находимся, просто. И когда нас бьют в этот момент, мы получаем меньше урона, но при этом у нас тратится, да, перманентный блок, у нас тратится именно стамина, да? Да, именно стамина у нас улетает, когда ты получаешь урон. Но при этом снижение урона. Да ты ж пипец будешь высыхать, нет? То есть мало того, что нужно поддерживать на определенном проценте, на определенном низком проценте выносливости, так еще и просто при получении урона, любого причем урона, доты и прочая хрень, снаряды и т.д. и т.п. Просто при получении любого урона, уже трэшка тебя бьет, с ауехами какими-нибудь, у тебя стамина просто в нулину улетит. Но стоимость у нас будет зависеть от стоимости блока. Вопрос, какой процент? Возможно, на танка это будет интересно. Возможно, на танке это будет выглядеть интересно, но в каком случае? Если мы заюзаем ульту на 8 секунд, которая не будет тратить наш запас выносливости во время ее применения в течение 8 секунд, мы получаем как бы блок сам по себе. И еще вот эта хрень процента будет резать урона. Вопрос, сколько процентов? Пипец, интересно. Но это только на танка получается, да? Ну, на ДДху представь, это говно на соло ДДшника. Ну, ты же умрешь. Когда у тебя больше, причем, нет, понимаешь, больше. То есть, когда у тебя ниже, когда у тебя, допустим, больше 90% выносливости, ты получаешь эффект. Как только у тебя меньше 90% выносливости, ты получаешь, эффект отключается. То есть фальшивый блок, грубо говоря, на тебе работает всегда. Вопрос, какой процент все-таки. То есть это что-то типа что-то типа, как его, колье. Когда у тебя фуловое здоровье, первый удар, нанесенный по тебе, режет 40% урона. Здесь примерно такая же фигня. То есть если у тебя там фуловая байда, перманентно, на данном этапе мы не знаем, как это будет взаимодействовать с уменьшением стоимости блока или скоростью передвижения. Заставляя тебя терять выносливость всякий раз, когда ты получаешь урон. Так, думаю, куда это можно? Куда это можно вообще? Это можно куда-то? Кроме танка. Или кроме ПВП.
Время морозной палки. Время морозной палки. Да, время морозной палки. С другой стороны, а зачем? У нас, смотри, морозная палка, когда у нас в руках меч-щит, а не морозная палка, суммарно мы можем, там, со скиллом у нас получается, грубо говоря, 15% к эффективности блока. Нет, подожди. Тут не эффективность блока, простите. Здесь просто процентное снижение урона. Всякий раз, то есть мы тратим выносливость. Всякий раз. Типа нахила поднимать под фальшивым блоком без щита и меча на панели. Ну, да, но штука сомнительная, мне кажется, нет? Я даже не знаю. Даже не знаю. Процент. Вопрос все-таки в проценте, понимаешь? Вот тут вопрос в проценте. Скорее всего. Если процентов 10, ну и нахер надо. Если процентов 90 или 75, допустим, уже интересно. Не знаю. Мифик. Мифик. Короче, надо смотреть, надо тестировать, опять-таки. Надо смотреть. Надо смотреть. Так, хорошо. Мифик 3. Если у тебя нет активных бонусов комплекта, требующих 2 или более частей, ты получаешь процентный бонус к наносимому урону и исцелению, а также процент сопротивления урону. Если у тебя нет активных бонусов комплекта, требующих 2 или более частей, ты получаешь процент к наносимому урону и исцелению, а также... Что? Кольцо Маркина, только наоборот, да. Ну, типа... Это что собрать? Подожди, это что собрать-то такое говно-то можно? Чтобы что, подожди, чтобы что? Опять, а какие проценты здесь могут? То есть, если ты собираешь какую-то говнину на себя. Под ПВП, это, наверное, под ПВП? Нахила на какого-нибудь? Ну, я не знаю. Какие проценты здесь? Что это за херня? Подожди. Если у тебя нет активных бонусов комплекта, требующих 2 или более частей, то есть у тебя будет собрано несколько сетов на тебе. То есть нет монстр-сета, нет сетов, то есть по 5 кусков. Там все это учеником, допустим, дырки заткнул учеником. Ты получаешь процентный бонус к наносимому урону. То есть чисто на характеристиках, да? То есть выезжать чисто на характеристиках. То есть взять несколько кусков крестоносца, допустим, предположим, на силу оружия и заклинаний, и несколько кусков вот этого нового сета на пробивон, предположим. Да? Предположим, то есть там у нас там будет работать типа 3 характеристики на пробив, 3 характеристики к силе оружия заклинания, допустим. И пара кусков ученика. Что за хуйня? Процентный бонус к наносимому урону дополнительно и исцелению, а также процентное сопротивление урону. Сколько, бля? 10% или 110%? Сколько? Ну, вообще, ну, хоть что-то для этого придумать. Ладно. Так, и 4-й мифик.
Ты получаешь некоторое количество единиц проникающей атаки. Так, пробивон. Так, дает тебе пробивон на процент больше наносимого урона и на процент больше критического урона. Но твои легкие и тяжелые атаки наносят меньше урона. Что? Че, блядь? То есть ты получаешь пробив. Ты получаешь больше наносимого урона, больше критического урона. Легкие и тяжелые атаки наносят меньше урона. Это чисто, да, для PvP. Очень интересно. Вот они тут пишут, кстати. Первый мифический предмет может быть очень интересным в зависимости от того, как будет складываться эффект. Возможно ли, чтобы несколько игроков в одной группе делили ультимейт таким образом? Третий мифик в списке, вероятно, будет интересен для теоретиков. Еще предстоит выяснить, какие билды можно с ним создать. А четвертый мифик, похоже, является очередной попыткой ZeniMax предложить бонус к урону игрокам, которые не очень хорошо умеют плести легкие и тяжелые атаки. Или просто не любят это делать. Те из вас, кто играл в ИСО чуть меньше года назад, вероятно, помнят ажиотаж вокруг кольца дуба. Возможно, мифический предмет станет повторением той драмы, хотя на данном этапе еще слишком рано говорить об этом наверняка. Так. Ну смотри, вот это хорошо для PvP. Вопрос в PvE. Опять-таки. Проценты. Все упирается в проценты. То есть ты не умеешь вивить, ты не играешь ни через лайт, ни через тяж атаки, при этом ты чисто на скиллах пытаешься выезжать. Ну окей, это для PvP. Больше. Да, 17-го все это на ПТСе мы посмотрим. Просто интересно заранее как-то прикинуть. Интересно это или не интересно. Третий мифик. Это вообще какая-то... Я вообще не понимаю, что это такое. Это куда? Это что такое? Можно предположить, что этот мифик, может быть, добавят как не проксет. То есть, может быть, его добавят к нон-ЧП PvP, тогда, наверное, для каких-нибудь хилов в нон-ЧП, где тебе нужно чисто исцеление какое-то и сопротивление урону, наверное, будет норм. Где там огромное количество исцелений и сопротивления урону, предположим. Все равно сомнительно, чтобы у тебя ни один сет не работал. Вообще ни один сет у тебя работать не должен. Типа куча разных кусков на тебе должно быть, чтобы работали вот эти проценты. То есть тут даже 2 не должно быть частей, понимаешь? 2 и более частей. То есть 2 куска собрал, получил хотя бы часть эффекта, как я понимаю. То есть первую характеристику, грубо говоря, от билда ты получаешь. Все, мифик уже не будет работать. То есть у тебя должен быть набор всех предметов вообще разных. Грубо говоря, 12% возможно. То есть 12 разных кусков от разных сетов. И мифик. И ты получаешь 12% к наносимому урону, предположим, к
к исцелению, а также 12% сопротивления урону. Какая-то ебня, по-моему. Нет, это чушь. Если 2% там будет, ну 24%. Если за 12 разных кусков 24% к урону, к исцелению, к сопротивлению урона. Все равно очень надо смотреть. Короче, все в проценты в эти упирается, непонятно. Какие-то рофельные мифики, да. Мифики рофельные, но, блин, они интересные, потому что уникальное дерьмо какое-то здесь. Ну, кстати, в прошлый раз тоже они сделали, типа, казалось, 5 мификов, по итогу херня какая-то. Несколько мификов можно носить? Нет, к сожалению, нельзя. Мифик. Вот это интересная штука с фальшивым блоком. Вопрос, где она будет играть. Вот этот фальшивый блок. Это тоже чисто PvP-шная тема? Или где это будет играть? Опять же, все упирается в проценты. Очень интересно в процентах посмотреть, на сколько процентов режется урон. Стоит ли этот мифик вообще собирать и носить его на себе? Куда его таскать? Сколько там процентов режется с фальшивым блоком с этим? И что? А вот с этим вообще непонятно. Раздача ресурсов, раздача ульты. Не станет ли это, грубо говоря, топ-1 мифик в триале, предположим, вместо какого-нибудь там этого... мародера, предположим. Не заменит ли вот это байдовина мародер? 5 кусков. Ну, предположим. Что, типа, вся ульта, которую набираешь ты ее сразу же раздаешь между всеми членами группы моментально. Замена ли этот один кусок, заменит ли он там мародер, аркасис, этот натиск змея? Или это вообще не так работает, как мы думаем, и это какая-то вообще непонятная херня? Хз. На самом деле я знаю, где этот мифик на блок под сеты типа боевого искусства и кораллового течения. Которые... Стамину... Ну, короче... Что-то вроде бы в этом есть, но надо смотреть. Ребят, сегодня у нас какой день недели? Сегодня у нас уже Тху. Тху это что? Это вторник? Или что? Уже четверг. Уже сегодня четверг, правильно. Сегодня четверг уже, так что осталось сегодня чего? Ребята, с 17 числа я стрим подрублю заранее. Естественно, наверное, часиков 7. 7 в понедельник. Подрубаю. И мы ждем запуска ПТС и идем все это смотреть. Все идем смотреть, потому что вроде бы что-то есть в этом. И в классе в новом много всего интересного, и мифы какие-то непонятно приколдесные. Потому что все упирается в эти проценты. Сколько? Интересно очень. Если все вот это говно максимум, там, грубо говоря, 5%, то оно вообще и выеденного яйца не стоит, нахер это надо. Если это дерьмище, скажем, блядь, там 146%, вот тут уже есть смысл подумать. Давай тоже, покеда. Мифки не очень, класс, крутой хил. Да. Буду зеленкой. Бля, назову его зеленкой. Бриллиантовый зеленый. Если в теории одеться во все мифики, что за покемон получится? О, будет лютый чел. Ну так нельзя. Короче, интересно. Непонятно, во всяком случае, но интересно. Класс хорош. Прикольно. Блин, пассивочки хороши, скиллы хороши, свистопердельный, какие-то ультухи непонятные. Все это будем смотреть, изучать.
Ну-ка еще раз могу чекнуть его. Так, еще раз хочу по арканисту пробежаться. И пойду вет-донжон надо пройти, и офф это сегодня уже. Так, ульта. Ульта боевая. Что-то типа, как я сказал, да, этого штандарта ДКшки. Хорошо. Магический урон. То есть, как Пларыч. То есть, его можно будет... Морфы на сайте есть? Морфы? А где? А где расскажешь? Я не знаю, где посмотреть. В навыках, наверное, или что? Куда ползти-то? Я бы чекнул. А, вот, да? Наверное, походу нашел. Так. Или нет? Вот, ветка с морфами. Погнали. Давай посмотрим. Так, значит. Призывает апокрифический символ, который вы и ваши союзники можете лечить. Символ появляется при процентах здоровья, определенных процентах здоровья, становится сильнее, чем больше вы его лечите, то есть от оверхила. То есть байдовина, которую надо оверхилить. Хорошо. Сила пульсирует каждую секунду, дает до определенного процента урона от силы оружия заклинания, а также исцеляет вас и ваших союзников до определенного пропорционально его здоровью. Вот, до определенного показателя, так что ли, пропорционально его здоровью. Опа. Так, морфы. Значит, глиф вот этот вот теперь появляется с более высоким процентом здоровья, то есть, соответственно, будет вас выхиливать лучше. А второй морф, глиф, усиливается от получения урона, а не от исцеления. То есть, теперь эту хреновину нужно бить. И когда вы ее бьете, вы получаете больше к силе оружия и заклинаний. То есть, либо хилит он сильнее, либо хилит сильнее, либо увеличивает силу оружия и заклинаний больше. Эва. Окей. Так, хорошо. Едем дальше. Руны исцеляют на некоторое количество здоровья 3 раза вас или союзника перед вами. Генерирует круг при использовании. Снижает стоимость на определенный процент за каждый активный круг при применении. Так, морф добавляет дополнительное лечение с течением времени, которое длится определенное количество секунд. Тут еще и перевод немножко машины сбивает, но во всяком случае плюс-минус понятно. Еще раз повторюсь, в понедельник все обязательно с вами посмотрим. Исцеление цели с уровнем здоровья ниже определенного дает ей минор героизм. Малый героизм дается на определенный... То есть периодика, либо дается дополнительная периодика цели. Либо при определенном количестве здоровья дает еще на некоторое количество секунд малый героизм. Окей, тоже хорошо. Слушай, и то хорошо. И периодика хороша, и малый героизм тоже хорош. А у нас ведь есть еще и звезда, если вы помните. У нас есть еще звезда, которая при 25% здоровья при исцелении цели дает ей малый героизм. Так что это можно как-то, наверное, стакать. Короче, ладно. Так, исцеляет вас и ваших союзников на некоторое количество здоровья в течение некоторого количества времени. Так, то есть периодика. При использовании поглощает весь кругс, восстанавливает магию и выносливость вашим союзникам в течение
определенного количества секунд за каждый израсходный круг. То есть у нас есть 10 круксов. Исцеляет вас и ваших союзников на определенное количество здоровья. Тикалка. При использовании поглощает 10 круксов и регенит ресурсы вам и вашим союзникам в течение 10 секунд. Допустим. Вау. Далее. Луч исцеляет на определенное количество процентов больше. Пропорционально серьезности ран цели. Как у Пларовская вот эта вот байда, только она там разовая, а здесь все-таки... Слушай, смотри, что написано. Ты видишь, что тут написано? Вас и ваших союзников. То есть эта хилка-то массовая получается, что ли? Не в одну цель. Эта хрень массовая, судя по всему. Разве нет? Исцеляет вас и ваших союзников. Обалдеть. Один морф исцеляет на процент больше пропорционально серьезности ран, а второй луч постепенно становится сильнее во время канала, исцеляет до процента больше в конце продолжительности. Тикалка сильнее, что ли, я правильно понимаю? Типа с каждым разом все сильнее и сильнее. Луч может пробивать цели насквозь. Ты управляешь лучом руки лазеры. И еще регенит ресурсы. Блин. Надо смотреть. Это все равно хорошо. Это все равно байдовина 2 в 1, понимаешь? Это все равно хорошо. Так. Далее. Чакра судьбы. Значит, диски окружают вас или до определенного количества союзников перед вами, предоставляя щит, который поглощает определенное количество урона в течение определенного количества секунд. Хорошо. Морфы. Создает крукс при применении, а повторное применение на цель, которая уже защищена щитом, создает щит на определенный процент сильнее. То есть мы кастуем эти щиты на цель. Бам-бам-бам-бам. С каждым разом создается крукс. Еще раз жмем, и цель, на которой уже есть, то есть на мне, допустим, создает щит на себя еще сильнее. И при этом круксы. То есть мы накапливаем круксы, спамим этим щитом. Допустим, я танк. Положим, я танк. Я стою, спамлю этим щитом на себя. Как Пларыч, например. Спамлю этим щитом на себя, пока на мне этот щит, он с каждым разом становится сильнее. И копятся круксы. Причем на процент. Не плоское увеличение, там, на 1000 щит сильнее. Он на проценты сильнее. Сразу. Да, еще у нас, да, там есть пассивка на щиты дополнительно. Вау. Далее. И такую же фигню, получается, мы делаем на союзников. Вопрос, а как выбрать? Подожди, а как выбрать? Там будет возможность выбрать себя или союзника? Каким образом? Или имеется в виду... Потому что, смотри, диски окружают вас или до определенного количества союзников перед вами. А как мне выбрать? Я хочу на себя или на Тиму? Будет возможность такая или нет? Короче, я на тиммейтов могу накидывать щиты, которые будут с каждым тиком, с каждым моим прожатием сильнее обновляться и будут сильнее. Так, хорошо. А второе, расходует крукс при применении и снижает стоимость за каждый потраченный, на процент за каждый потраченный крукс. То есть можно накопить, расходует крукс при применении и снижает стоимость за каждый потраченный крукс. Разово или это всякий раз? Типа, могу ли я в 0 сделать или нет?
Ну, типа, могу ли я сделать стоимость щита 0? Просто накопив определенное количество круксов, сдать их, и все, и мои эти щиты будут стоить 0. Просто спам щитом за 0 на себя. Или нет? Или это разовая акция? Или настакать действительно щит под 1 000 000? Интересно. Слушай, и то, и другое тоже интересно. Блин, даже морфы интересные. Хорошо, дальше едем. Поместите вихрь на землю у ваших ног, который существует в течение определенного количества секунд. Дает вам и вашим союзникам 215 кселя оружия заклинаний, восстановление здоровья, магии и выносливости плюс 15%. Морфы. Эффекты остаются в течение определенного количества секунд после выхода из области. Что хорошо. Что хорошо. То есть от одного скилла охренительный пробаф, который еще и висит. Круксов может быть 3 максимум будет. А то на всех превью ЗОСов их макс 3 был. А я так понимаю, это как раз таки, чтобы получить 1 крукс, как я понимаю, чтобы получить 1 крукс, нужно заспамить 1 скилл 3 раза. Тогда ты получишь крукс. Вот. Они же показали сегодня на трансляции, чтобы получить какой-то эффект от этого скилла, нужно 1 скилл первоначальный проспамить 3 раза. Тогда ты получаешь 1 крукс и возможность как-то преобразовать вот это вот что-то сделать. Так. С компаньонами что? Ничего, 2 челиков добавили. Аргошку Вардона и этого Редгарда Арканиста. И второй морф. Теперь это также исцеляет вас и ваших союзников на некоторое количество здоровья в течение некоторого... То есть периодика. Периодика дополнительная. Зашибись. С пробафом. С регеном ресов. С бафом на силу оружия заклинаний. И еще хилка. Это хорошо. Далее, порталы. Вот смотри. Создайте портал. Его близнец появляется прямо перед вами, вы можете телепортироваться от одного к другому, пока портал остается открытым, генерирует крукс при телепортации. Морфы. При телепортации вы получаете ускорение мажорное на некоторое количество секунд. То есть плюс 30%, плюс 30% к ускорению мы получаем. А второй дает синергию вашим союзникам, которая позволяет также им телепортироваться. То есть эта хрень изначально для меня. Эта хрень изначально для меня с первым морфом. А второй морф позволяет этой штуке пользоваться и моим тиммейтам. Ну, опять-таки, эта тема с порталами. Надо понимать, где и когда их использовать. Что абузить, какие механики или какие-то поверхности. Тут надо посмотреть вообще. Может быть, эта штука-то и вовсе играть не будет. Непонятно. Так, ну пассивки понятно. Увеличивает исцеление за каждый активный крукс на проценты. Когда вы создаете крукс, вы восстанавливаете магию или стамину, в зависимости от того, какой максимум выше. Увеличивает регенерацию магии и выносливости. Вообще пипец. Снижает стоимость и увеличивает силу ваших щитов на определенный процент. Вообще жесть. Очень круто. Хорошо. Так, едем. Едем дальше. Потерял. Го дальше посмотрим. Го Солдера посмотрим, что там у него с морфами. Так, окей. Защитные щупальца. Значит, защитная ветка танковая. Призывает защитные щупальца. Поглощают процент полученного урона до предела. Затем отражает весь поглощенный урон врагам в радиусе, там, по-моему, было сказано 5 метров. Ну, в общем, в радиусе определенного количества метров, как магический урон в течение какого-то количества секунд. Окей, хорошо. В
Прикольно. Еще и периодика, то есть отражает, то есть накапливает огромное количество урона, высвобождает его в радиусе и еще и тикает. Прикольно. Прикольная тема. Увеличивает размер щита урона, урона от щита, то есть увеличивает. Нет, не урон. Увеличивает размер силы щита, окей, то есть мы можем поглотить больше урона, судя по всему, а соответственно и высвободить больше, да? Больше не отражает урон. Вместо этого дает союзникам щит от урона всякий раз, когда вы поглощаете урон. Вау! Что? Офигеть! Не отражает урон, вместо этого дает союзникам щит от урона всякий раз, когда вы поглощаете урон. Ебать колотить. Найс защита. Просто пермачом на союзник. Вопрос, в определенном радиусе или нет? До 3 союзников также получают щит от урона. Эффект может срабатывать раз в секунду. Еще и раз в секунду. Ебать. Ну, то есть это считай клеймы империи только на максималках. Клеймы империи на максималках. То есть мы стоим в какой-нибудь ауехе, предположим. Мы стоим в ауехе, накидываем на себя какой-нибудь сторонний щит или щит из другой ветки. Ну, неважно. И теперь эта хрень дает нашим союзникам щиты раз в секунду. Всякий раз, когда мы получаем урон. Только тут написано «получаем урон», «поглощаем урон». Призывать защитные щупальца, поглощающие процент полученного урона до предела. Когда щит поглощает урон... то есть там... не отражает урон, простите, господи, не отражает. Тут он отражал. Все, я тупника словил, все равно это охуительно. То есть мы накидываем на себя щит. И когда мы получаем урон, щит прилетает нашим союзникам. Интересно, в каком радиусе вопрос. Каждую секунду, просто при получении урона, периодика. Допустим, мы под щитом, нас херачит периодика какая-нибудь. Нас хреначит периодика, мы накрываемся щитом, раз в секунду щиты накрывают наших тиммейтов. Просто чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вау. Клеймы империи на максималках. Офигеть, это очень хорошо. Это сильно. Бля, это дополнительная защита. Для тупорылых рандомов, боже, это великолепный сейв. Просто великолепный. Я даже не знаю, может быть, по приколу действительно клеймы империи еще взять, а? У них там откат сколько? 6 секунд? Я получаю урон, получаю щиты, тиммейты получают щиты. Ну, правда, они близко стоять должны, радиус 8 метров. Но это же обалденно. А если еще барьер сдать? Ё-моё. Да это ж просто чума. А Балсунар? Балсунар, там периодика как ебет, а? Как ебет периодика на ХМе в Балсунаре? Ой-ой-ой-ой-ой. Каждую секунду. Плюс пассивка на щиты, правильно. Хардмод Балсунара Last Boss. Чума ебошит там чуть ли, по-моему, даже чаще, чем раз в секунду. Разогнал хпху. Жмешь на себя вот это говно. И накрываешь тиммейтов по КД. Просто постоянно. Тиммейты раз в секунду обновляют их щиты. Ай, хорошо. Пипец, хорошо. Ё-моё, это, сука, сильно. Так, окей. Наносит некоторое количество магического урона, накладывает... Ой, я забыл, что это. Малое повреждение. Малое повреждение на некоторое количество секунд. Генерирует круг при использовании, а также таунтит противника. Ну, таунт с малым повреждением. Далее. Превращается в способность в выносливости, крадет броню врага.
Наносит магический урон, малое повреждение, генерирует крукс. Типа это манна изначально, это становится выносливостью, становится за стамину и крадет броню у врага. Пробив накладывает. Все, я понял. Пробив. Какой? Пробив. Причем свой собственный. Здесь не малый. Это не малый героизм. Малое повреждение. Или что это? Я забыл, что это. Короче. Броня-то здесь своя собственная какая-то. Снижение брони свое собственное. Это не малое. Это как... Не малый и не великий прорыв. А какое-то другое. Давай закругляться, давай. А я сейчас все досмотрю и буду закругляться. Мне же интересно. Так, хорошо. Восстанавливает себя и применяет лайфстил, похищение жизни. Что? Восстанавливает здоровье, типа? И применяет дополнительно похищение жизни. Малое похищение жизни к цели. Нахера? Как у Алой Клятвы, думаешь, да? Ну, короче, надо смотреть тоже. Здесь что-то свое. Что-то свое. Мастер щитов. Ну, нет, я не думаю, что вот эта штука заменит пробив танковый. Я не думаю, что вот эта штука заменит танковый пробив на 9 косарей. Сомневаюсь. Так, призывает щит от повреждений. Кстати, второй щит, который поглощает некоторое количество урона в течение некоторого количества секунд. В первый раз, когда вы получаете прямой урон после произнесения заклинания, нанесите дополнительно магического урона атакующему. Зависит от брони. Чем больше брони, тем больше урона мы нанесем. При использовании поглощает весь крукс и увеличивает силу щита от повреждений на процент за каждый потраченный крукс. Ебать, тут синергии просто пипец. Возврат процента стоимости от каждого потраченного крукс. То есть стоимость. Возвращаем, короче, в стамине там или в мане. Возвращаем. Так. Привет, ты слышал про будущие бафы для Пларыча? Нет. Откуда? Не слышу. Удваивает размер щита. Ё-моё. От урона на первую секунду после применения. Это какие-то ваншотки переживать, что ли? Да, это момент надо поймать. Потому что куда? От чего? Не знаю. Руна теперь хилит, даже если в ней не стоять. Не знаю, ничего. В понедельник посмотрим, ребят. Пока ничего точно не ясно. В понедельник будет ПТС. Все посмотрим. Все бафы, обновление 38, все посмотрим. Стрим будет, наверное, очень большой. Но надо будет все посмотреть. Так, далее. Броня вокруг себя дает... Ой, я опять забыл, что это. Пока броня активна, получение урона применяет минор бридж к атакующему. Вы получаете 6000 к броне, 6000 к броне, а противник, когда вас атакует, получает 3 косаря к пробиву. Противник получает 3000 пробива. Так.
Морфы. Увеличивает продолжительность, генерирует крукс при получении урона. О, круксы можно... Фига, круксы можно накапливать тупо при получении урона раз в секунду. Или сколько-то там секунд. Ага, то есть нас бьют, пока на нас вот эта тема работает. Нас бьют, и мы копим круксы эти. Окей, а второе, расходует круксы при использовании, увеличивая ослабление блока на процент за каждый потраченный крукс. Эффективность блока. Расходуем круксы и увеличиваем эффективность блока, если я правильно понимаю, на процент. Но, с другой стороны, если у нас кап, то нахер надо, если я правильно понимаю, как это работает. Пора спать. Давай, покеда. 2 часа ночи, кстати, тоже скоро пойду. Solar Barrage будет усиливать урон классовых обилок в процентах в зависимости от количества выбранных, собственно, классовых обилок. Не знаю ничего. Не знаю. Посмотрим. Если Пларыча бафнут, будет отлично. Пларычу не хватает бафов. Вопрос как. Усиливать урон классовых обилок в процентах в зависимости от количества выбранных классовых обилок. Ну, я даже не знаю. Так, далее. Дает вам малую защиту и членам вашей группы 3000 к броне. Вам дает 5% к защите, вашей группе дает 3000 к броне на несколько секунд. В первый раз, когда вы получаете урон, когда у вас меньше определенного процента здоровья, расходуется. В смысле расходуется 5%, и вы восстанавливаете здоровье. Типа 5% с вас снимаются, что ли? Или что? И вы восстанавливаете хпху. Расходуется минор протекшн. 5% к защите. С вас 5% снимается, вы восстанавливаете здоровье? Непонятно. Непонятно. Ну окей. Хилка. Хилка, причем при получении урона, когда мало здоровья. Почему нет? Хорошо. Но при этом, я так понимаю, 5% слетают. То есть типа скилл надо заново прожать, чтобы 5% получить заново. Когда сбрасывается... Непонятно тоже. Окей. Так, что дальше у нас там идет? Оглушает ближайших врагов. То есть у нас стан массовый, вроде как, дополнительно. А также дает некоторое количество брони и невосприимчивости к контролю на несколько секунд, когда происходит лечение. То есть, когда нас эта штука выхиливает, то есть, когда у нас, допустим, меньше 25% здоровья, мы получаем урон, с нас слетает, я так предполагаю, то есть мы получаем урон при 5%, с нас снимаются эти 5%, но в этот момент мы выхиливаемся на некоторое количество, а также получаем дополнительно броню и невосприимчивость к эффектам контроля, когда происходит вот это лечение. И мы в следующий раз, видимо, можем обновить это дело, снова прожав этот скилл, снова получаем 5% до, собственно, следующего снижения здоровья. Оно на нас будет висеть. Прикольно, слушай, прикольная тема. Интересно. Слушай, хорошая штука. Блин, хорошая. Интересно. Так. Наложите на врага руну, которая после задержки на несколько секунд парализует его со страхом на несколько секунд. Так. Это также применяет уязвимость к противнику на некоторое количество секунд. Паралич длится в 2 раза дольше против монстров. От этой способности нельзя уклониться. Так. Очаровывает врагов, накладывает на них ловушку. Хер знает. То есть страх плюс стан, так что ли получается? Который нельзя заблочить и который нельзя задоджить.
Стан и оглушение. Ой, оглушение плюс... Хрен знает, ладно. Удваивает продолжительность, а также накладывает минор бритл. Опа. На какое-то количество секунд бритла накладывается. Здорово. Ну, вот это дерьмо, судя по всему, на боссов надо будет накладывать. По КД. Оно не будет работать, но на трэшку. То есть мы станем трэшку, контролим ее, судя по всему, накладываем еще бритлу. Вопрос, на сколько секунд накладывает? Наверное, на 4, может быть. Посмотрим. Если еще и на боссов, это можно на долгое время накладывать. Окей. Посмотрим. Так. Интересно. Так, повышенная броня, пока на вас активна способность. Зашибись. Плюс к броне. Увеличено восстановление здоровья, выносливости и магии для каждой способности. Зашибись. Дополнительный реген. То есть в прошлой ветке у нас был реген. Или где там я смотрел. Короче, увеличение регена. Вы и ваша группа получаете просто... Типа на автомате у вас. Малое уклонение. Офигеть. Когда вы поглощаете круксы, получаете ульту. Супер. Найс ветка. Нравится. Последнюю ветку чекаем. И, наверное, вообще го спать. Я так думаю. Еще раз давай посмотрим. С морфами. Так, еще раз. Значит, это хилищая ветка. Призывает отпрысков Хермеуса Мора, который излучает... Это же лечащая ветка, подожди. А, нет, это первая ветка, простите, это не лечащая. Мы лечащую посмотрели. Это ДДшная ветка. Значит, ульта. Значит, призывает потомка, который излучает врага. Луч теперь нацелен на врага и будет следовать за ним на одного на протяжении действия умения. Так. Второй можно перенаправить, то есть перенацелить. Также ловит врагов. То есть, а второй массовый. То есть один хреначит, первый морф хреначит в одну цель, а второй массовый. Интересно. В чем разница? Разница в уроне, наверное. Ну окей. То есть там один, грубо говоря, против босса, второй, ну, не знаю. PvP или еще как-то. Может быть, там область действия небольшая, поэтому в области действия он всех противников будет херачить. В области действия небольшой. А этот прям следует за конкретным и хреначит конкретного. Угу. Да, масса единичный. Так. Рунические клинки. Выпускаем снаряды во врага, создает крукс, на процент больше урон за каждый активный крукс. Увеличен шанс критического удара за каждый активный крукс. Вау. Неплохо. Шанс крита разгоняет. Вау. Вообще хорошо. То есть мы херачим, то есть это наша основная спам-обилка. Мало того, что накапливаем круксы, так еще и урона наносит больше за каждый активный крукс. Так еще и за каждый активный крукс шанс критического удара. Найс. Второе. Урон увеличивается с каждым снарядом, а последний удар наносит урон ближайшим врагам. То есть ауеха. То есть там у нас, по-моему, 3 удара, я так понимаю. Это активная способность, когда мы треугольнички кидаем. То есть у нас каждый снаряд бэм-бэм-бэм-бэм 3 удара делает, как я понимаю. Каждый снаряд увеличивает урон, а третий наносит максимально возможный урон в процентах опять-таки. Так еще и ауешный он получается. Вау. Вау, хорошо. Слушай, блин, и то, и другое хорошо. И шанс крита хорошо. И ауеха какая-никакая тоже хороша. С увеличением урона в процентах. Интересно. Интересно. Так, луч потребляет всю суть. Наносит на процент больше урона за каждый потраченный крукс. Заманивает врагов в ловушку и увеличивает продолжительность каждого поглощенного крукса.
Непонятно. Снижает стоимость каждого потребляемого крукса. Непонятно, надо смотреть. Что это из себя представляет, надо смотреть, непонятно. Так, далее. Наполните свою руку магией, нанесите удар, нанося магический урон, и оглушите врагов. Так. Враг также получает дебаф, который получает на процент больше урона от атак. Причем дебаф, судя по всему, не какой-то уже нам известный, а какой-то новый дебаф. Новый дебаф с процентами на получаемый урон. И не написано, что получает процент урона от атак ваших. То есть мы накладываем дебаф, а урон наносит, судя по всему, повышенный. Не только мы, но и наши тиммейты будут наносить повышенный урон по этой цели. Вероятно. Вероятно. Так, генерирует крукс при использовании, наносит до определенного процента больше урона врагам, у которых меньше... Ух, ебать, добивалочка. Меньше процента здоровья. Добивалка. Добивалка, грубо говоря, пларовская. А второй поглощает все круксы и увеличивает силу этого скилла за каждый израсходованный крукс. То есть, либо просто сама по себе способность будет ебошить, либо будет добивать. И то, и другое, видимо, хорошо. Ну, возможно, вот это для PvP. Хотя, наверное, вот это для PvP может. Блин, хз. Все тестить надо, все интересно. Раз в секунду. Так, способности вашего класса будут наносить дополнительный урон и генерировать крукс, если у вас его нет. Вообще просто пипец. Находясь на панели, просто дает тебе плюс 20% к силе оружия заклинаний. А также тупо генерирует круксы, если их нету. Дополнительно. Атас. Способность теперь срабатывает каждое, видимо, меньшее количество секунд, то есть чаще срабатывает эта способность. А вторая также восстанавливает магию и выносливость, когда враг получает урон от этого умения. Ебать. Очередной реген ресов. Офигеть. Офигеть. То есть баф на 20% просто пока на панели. Наносит урон, генерирует круксы чаще или регенит ресурсы тебе, магию и выносы. Не или, а и. Пипец, бля, какой же он сильный, ё-моё, как же он хорош. 6 буду качать. Так, призывает руну под врагом, которая наносит урон врагам в пределах руны каждую секунду. Союзники могут активировать синергию, нанося урон от мороза ближайшим врагам. О, прикольно. Морозный урон, так. Надеюсь, поднерфит. Да поднерфит, конечно. 5 недель сейчас у нас будет ПТС, потом, грубо говоря, альфа-тест на основных серваках, а потом в конце года с выходом следующей обновы в 4 квартале, скорее всего, нерфы прилетят на все вот это вот дело после того, как его все посмотрят, да, затестят. Так. Значит, морозного урона ближайшего. Руна также притягивает врагов после задержки. Вау. Офигеть. Темные слияния в скилле. Темные слияния в скилле, блин. Стяжка. В скилле массовая стяжка. То есть мы влетаем в толпу, кидаем это говно в толпу, наносит урон, тикает каждую секунду. Есть синергия, которая наносит морозный урон. И, как я понимаю, вопрос, морозный урон. Если у меня в этот момент в руках морозная палка, будет ли активирован от нанесения морозного урона малая хрупкость, или это будет работать только если у моего тиммейта, который заюзал синергию, в руках была морозная палка, он типа наносит урон дополнительно морозный, и, соответственно, он может активировать малую хрупкость на всю кодлу. Но вот это капец. Притяжка через несколько секунд или через какую-то секунду. Стяжка. Массовая стяжка у ублюдков. С морозным уроном, то есть, я так понимаю, с возможностью заморозить.
Призывает руну. Так, через некоторое количество секунд наносит дополнительный урон от холода. Союзники могут использовать синергию, чтобы увеличить этот дополнительный урон. То есть, либо урон от синергии выше, либо стяжка. Но это не масс-агр, это стяжка, это не масс-агр. Это ватышраны. Это ватышраны в скилле, понимаешь? Это ватышраны в скилле. Одна штука наносит больше урона, вторая штука стягивает. В скилле, блин, ватышраны, камон. Это когда такое было? Теперь нахуй ватышраны на танке, что ли, получается? Меч щитмастера в руку, все, и вот эту штуку юзаешь. В толпу влетел, бам, она стянула, еще урон. Вау. Обалдеть. Так, ну, в общем, получаете на проценты больше критического урона и критического исцеления на определенное количество секунд, когда вы получаете или тратите круксы. Вообще обалдеть. На хиле просто вау. Вот это просто вау на хиле. У меня просто стоит на панели херня, которая бафает меня как хила на 20% в хиле оружия заклинаний. Регенит, генерирует мне круксы и просто увеличивает мне критическое исцеление тупо пассивно. Просто критическое исцеление увеличено пассивно, когда я получаю или трачу эти самые круксы. Обалдеть. Мы еще сет триалов не знаем. Да? Увеличивает урон от вашей силы оружия заклинаний на определенный процент, на определенное количество секунд, когда вы восстанавливаете магию или выносливость. Вот это вообще жесть. Вообще жесть вот это вот. Дополнительно. Что? Вау. То есть я регеню ресурсы, просто регеню ресурсы, а у меня сила оружия заклинаний просто в уст... Ёбаный свет, это жесть. Далее, вот это тоже жесть. Вы наносите на определенный процент больше урона от статусных эффектов. Горение, отравление, кровотечение, все яды, ну вот яды, что-то еще, по-моему, было. По-моему, 4 у нас есть статусных эффекта, если я не ошибаюсь, которые наносят урон именно. И даже 3% просто от того, что горение висит по КД. Горение, любое кровотечение, любое отравление от ядов. Все это дерьмо. Плюс 3% там, допустим. Доп урон. И пробив. И пробив за каждый скилл. Атас. Короче, все это очень интересно. Все это очень вкусно. Блин, нравится. Обалдеть. Арканист очень нравится. Ну, прям, ну, нравится, блин. Реально. Ждем, естественно, новый сет и так далее. Реальные сеты дают по 5% к урону. В общем, я очень жду понедельника, потому что я очень хочу это все посмотреть. Что с этим можно использовать? Как будут работать на ДД? Блин, я ДДху буду делать. Я буду делать хила, танка и ДД. Все на одном дурике, на этом зеленом. Потому что я чувствую какой-то лютый потенциал. Какой-то лютый потенциал чувствую. Очень кайфово. Какие-то штуки просто... Блин, у тебя... Там столько бафов. Раса какая. Я думаю, наверное, все-таки либо бретонец, за счет того, что товарищ хорошо регенит ресурсы, можно взять, к примеру, бретонца с дополнительным регеном ресурсов. С повышенным регеном ресурсов маны имеется в виду. Вот. Или же этот Данмер все-таки, потому что у Данмера и дополнительная сила оружия заклинаний, что хорошо как на ДДшку, так и на хила.
И дополнительные показатели маны и стамины. Опять же, что хорошо, как и на танка, и на ДДшку, и на хил. И защита от огня, между прочим, дополнительно есть. А огнем у нас пышет все. Что скажешь об имперце? Ну, имперец дает нам что там? Стамина, здоровье и снижение всех способностей на 6%. Хорошая штука, но, наверное, на танк хорошо. Реальные будут стакаться? Конечно, конечно. С этими процентами все будет стакаться. Слишком жирно, слишком жирно. Ну, блин, ну это слишком хорошо. Но опять-таки, как зайдет механика круксов, понимаешь, тебе же ротацию нужно будет крутить вдвойне. Тебе же вдвойне нужно будет прожимать в определенные тайминги, определенные скиллы. То есть тебе там определенным скиллом нужно накопить круксов быстро, чтобы эти круксы накопленные сдавать уже другим скиллом, чтобы была синергия под другой скилл. Тебе нужно накопить определенное количество круксов, чтобы определенная сила сработала на другом скилле, понимаешь? А если он у тебя там на другой панели, допустим. То есть вот это интересно. То есть тут не будет такого, что тебе нужно одним скиллом только прожимать, там, когда вот зубочистку у Пларыча, ты жмешь ее и все, она пассивно работает. Не, ни хрена. То есть тебе нужно накопить круксы одним скиллом, который быстро работает. Большое количество накопить. И сожрать их на морфе у другого, допустим, или там под ульту, или еще что-то. Или наоборот, вообще тупо копить круксы эти и вообще не иметь на панели ни одного скилла или морфа, который будет пожирать эти круксы. Потому что вся твоя синергия будет работать именно на количество этих круксов, которые ты не должен сжигать. Или наоборот, держать их до того момента, когда они только-только пригодятся. Там на хиле, не знаю, по какую-нибудь супермеханику, предположим. Короче, интересно. Это, блин, интересно во всяком случае. Я не знаю, как оно будет играть, будет ли это удобно, или это будет, наоборот, тяжело. Но это крутяк. Это классно. Это классно. Это очень хорошо. Это хорошие пассивки, это хорошие скиллы. Блин, и ДД, и танк, и хил. Все, сука, хорошо. Это красиво, это свистопердельно. Это, блин, интересно. Это новые механики. Это не тупое нажатие одной сраной кнопки. Это интересно. Я уже вот прям очень хочу это все попробовать. Ну, естественно, новые сеты еще надо посмотреть. Может быть, какая-то новая мета будет. У Челбаса, блин, и бафы, и щиты, и накладывание защиты какой-то, и реген ресурсов есть у чела. У него все, блядь, есть. Вот просто вдумайся. Реген ресов, СПД, ВПД, хилы, защита. Это, что там еще? Ульту регенит еще дополнительно, плюс ко всему прочему. У него все, сука, есть вообще, все абсолютно. Щиты еще накладывает на себя, на Тиму. Он может бегать голый, да, нафига ему сеты. Есть, кстати, мифик как раз-таки под него. Чтобы ни один эффект сетов не работал, увеличит все остальное. Обалдеть, он все может, просто все. Этот придурок специализируется на всем. Ты посмотри, какое количество бафов он дает. Он дебафы накладывает, он бритлу накладывает, он стягивает трэшки, он накладывает хрупкость. Он классово может таунтить, ё-моё, в конце концов. Это ж пипец. Жесть вообще, слушай, ну это жесть, он может все. Охренеть, он настолько ориентирован на группу. Он лютейше ориентирован на группу, просто лютейше. Охренеть. И да, и телепорты, да, еще и телепорты, блядь. Они, короче, взяли все классы такие, сделаем, бля, единого. И сделали книжника этого. Ну просто...
Он максимально ориентирован на группу, и плюс ко всему прочему, через все вот эти вот пробафы на группу, это все и на тебя работает, потому что это также ориентировано и на тебя, как на ДДшку. То есть ты как и ДД будешь хорош со всеми этими бафами классовыми, ты как танк будешь хорош со всеми этими приколдесами, которые у тебя опять же классовые есть, с кучей бафов, раздачи ресов, и как хил ты будешь просто заебись, то же самое у тебя все есть на увеличение критического исцеления, на увеличение шанса крита, то есть, опять же, это на исцеление будет идти, на увеличение силы оружия и заклинаний в процентах, блядь, или малое вот это, реген ресурсов, щиты, сука, лютейшие какие-то там вообще, телепорт, и реген ульты плюс ко всему прочему. Ля. По поводу своих синергий непонятно, кстати, хавает он их или нет. Есть ли у него, кстати, эти синергии, кроме вот одной, я не увидел, но там написано, что только твои союзники это лопают. Короче, мужик настолько функциональный, что мне кажется, что 2 панелей просто мало под него. Я вот сейчас так задумался, вот у меня сейчас есть хил Пларыч. Сколько я классовых способностей юзаю на своем Пларыче, а? Вот так вот, если посмотреть. Что у меня там? Реген ресов. Ритуал, добивалка из основного. И 4-й скилл, наверное, из основного хилка Втулова. 4 скилла. 4 скилла пларовских. А у него смотришь, блин, ты все хочешь. Тебе все надо. А все остальное у меня там лучи какие-то, ну, хиллерские, я имею в виду. Все остальное общего назначения, общего применения. Из классовых, хотя у меня класс поддержки, 4 скилла юзаю. А тут все ветки хороши. Все, блин, надо. Все хочется, потому что все, блин, бафает. Очень круто. Спасибо за подписку, кстати. Слушайте, ребят, давайте, наверное, на сегодня все, я думаю. Мы все посмотрели, все почитали. И это охренительно. Нужна 3-я панель. Мифики, конечно, сомнительная штука, если честно. Мифики реально сомнительные. Какая-то булдыга. Но, опять же, надо все тестировать. Да, хватит на сегодня охреневать. Давайте, наверное, спать пойдем. 6 часов сижу, жопу отсидел, есть хочу. Вот, в этот понедельник, я напоминаю, ребят, в этот понедельник, я не знаю, во сколько они начнут. Я стрим начну часиков в 7. Обычно они ПТС запускают к часам к 10, ну, крайняк к 11 вечера по Москве. И мы начнем с вами все изучать. Все смотреть. Вот. Разделю ли я ПТС на несколько дней, там, скажем, в первый день мы с вами изучим Арканиста, во второй день мы с вами изучим локации, в третий день мы с вами изучим шмотки, ну или типа того, не знаю. Посмотрим. В общем, в следующий понедельник, 17 числа, запускается ПТС, где мы все сможем с вами посмотреть. А также погрузиться в обновление 38, где наверняка прилетят какие-нибудь нерфы или же бафы классов, пассивок и прочее. Может быть, переработка каких-то шмотов и так далее. Вот. На сегодня все. Всем спать. Рекомендую. Вот. Наверное, завтра с вами увидимся. Спасибо большое за подписку. Но я уже сейчас оффую. Завтра, наверное, стрим будет часиков в 5. Посмотрим. Вот. Всем спасибо за просмотр, за внимание, за поддержку. Отдельное спасибо. На сегодня все. Всем б-б.